Ну, это жестко, если честно. Да. Ну, какой толстенький воин тут меня шлепает. Так. Чё, как у тебя день прошел? Да нормально. Чем Вполне себе. занимался? Да. Нифига Дома себе. валялся. Это, чё так удивился? Да, да, что-то в последнее время очень много ботов начал подписываться. Неизвестно Боты почему. подписываются? Да, именно боты. Погоди, подписываются. Ты имеешь в виду платно, что ли, или фоловятся? Половится. А. Да, кстати, 351 у тебя уже. Скоро меня Да, обгонишь. Или обогнал уже. не знаю. Но это А, у боты. меня 362. Я просто знаю то, что это бот. Ну, по крайней мере, к ним заходил. Они только подписаны на меня. Хм. И все. И это уже вызывает сомнения. Так Может, что, это твой земляк делает? хуй знает. Но кто-то это делает. Ну уж точно не я. Понятное дело. Да, просто кому это надо было. Время тратить свое. Да шкила какой-нибудь. Да, ну прям, Ну, у него дохуя свободного времени, шкила. хуй знает. Может, это такой злобный алгоритм Ютуба. Я буду ставить то, что это злобный алгоритм Ютуба. Что-то в последнее время как-то стриминг у меня так душно проходит. Что-то я перестал от этого удовольствие получать. Надо, наверное, пока в завязку идти. Я так думаю. Это сильно, конечно. Да, ну, в принципе, за отдыхающую вахту очень много все равно сделали. Именно в плане прохождения игр. М. Слава богу, качество не отняли за то, что я так часто перезапускал стрим. А Так. должны отнять за Да, эти такое. соки так делают. Охереть. Так, А, в принципе, что тебе заморачиваться, если тебя можно на Ютубе смотреть? ну это да, но всё равно. Там-то выбор качества есть. Да. Всегда. Но как раскручиваться на Ютубе, хуй знает. Как вообще там аудиторию себе находить, это вообще вопрос большой. Я до сих пор не знаю. Я вот только благодаря стенду каких-то пацаков нашел. Ну, это уже такой нытье вопрос, можно сказать. Мгм. Так Щас. что, когда потребуется новая волна людей на Ютубе, надо будет стендов подрубать. Да. 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 Нормальная Не, на тема. компе в нее вообще невозможно играть. Все заебись. А вот на ПК прям вообще мерзкая тема. М. Ну, нет нормального эмулятора. К сожалению, нету. И вот приходится с этим мириться. Так вот и живем. BlueStacks у тебя, да? Да, BlueStacks самый такой. Но он рабочий по производительности, но именно управление на нем это жопа полная. Мгм. Ну да. Nox в этом плане, именно в плане управления, не может делать. Но лучше играть, конечно, на реальном железе в этот момент. Как ни крути. Ладно. Как бы это странно ни звучало. Так. У меня В Аками вроде... больше играть не буду. Чем? Ну, в Аками больше играть не буду, но мне что-то не мой жанр вообще, Чё, к гринделка, сожалению. что ли? Или что? Ну, это Metroidvania. Мгм. Я понял. Только не такой, который ты привык видеть. Это Metroidvania третьего лица. Есть такие игры.
Да. Darksiders это тоже метроидвания. По сути своей. Так, блин. А Ну, это- это просто прям кошмар какой в свое время, по крайней мере. Но в ней нет просто русского языка, мне очень довольно-таки сложно в такую играть. м, Так что для меня это довольно-таки душноватая игра, я ее скипну. Может быть, когда-нибудь. Нет, я в нее уж точно никогда не вернусь. Я уже для себя излёг вперед. Ну хотя бы ознакомился надо. Заебал, блин, до хера надо будет. Чё, охуел? Трошки играть. Бля, Это онлайн заточена. чё? Она прям под онлайн заточена. Нет, можно в одном играть. Но, типа, есть возможность еще играть в кооперативе. На Поэтому сколько хоть человек? на троих, как раз. О, нифига себе. Да. Это очень круто. Но Тебе надо просто найти челиков, с кем будет играть на постоянной основе. Нарубиться. Тоже не идея там такая. нет, если бы она была бы у вас. Не, я... Ну, это не слабо. Я его очень хотел, то, что он может там бесплатно это 3 года. Но этот фон все равно самый навороченный, что мне был известен. Мне никогда не было прям, ну, сверху начался. Это прям все новинки на экране. Блин, чем-то еще эта игра иногда напоминает Destiny прям. Но она определенно лучше Destiny в плане сюжета и всё такое. Ну, здесь не действительно сделано. Да охуеть. Yes. Ладно, не буду тебе мешать. Давай. Да, ты мне никак не мешаешь. Я все равно... как бы- А, ты вообще чилишь, да, конкретно? Ну да. Да, как ты мне можешь мешать? Ну да, ты же Если- играешь в Golden Knights. Да, я просто тыкал кнопочку. Нет, все равно босс-файт такой. Волнами тупо. Мобцов убивать надо. Да, в таких современных играх такие босс-файты всякие интересные. Я, наверное, послезавтра или... Да, послезавтра буду дальше Fallout 4. О, Я забудется. вот на то, как ты играешь в подобные игры, это уже интересно посмотреть. Это вечно вы играете. Ретро-игры? Да. Как мне не нравится. Но это я сам туплю. Если я что-то. Я, конечно же, могу лучше. Сейчас. Ты стану для начала рвать VR. Да, да, свободу. Закрыл ему всего, который остался. И буду кайфовать.
Я тоже люблю наггетсы. Пегра. Осуждаю. Блин, я забыл слово пегр. Блин, тут всякие разные цитаты еще выходят после смерти. Но я не успеваю их читать. Наггетсы это топ. Что там? Наггетсы? Рекламируют Да, тут. все то, что нам чувак любит наггетсы. Я вообще обожаю наггетсы, конечно. Ова. Да, надо будет в Фалач вернуться. Определенно. Фингани. Да, Да. ниггетс. Ниггетс это что-то вкусное, я думаю. Хочешь попробовать мой ниггетс? Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз. Я не попробую. Вообще я хочу, знаешь, какие проекты поиграть. Там на Dreamcast, что-нибудь такое. Знаешь, уже когда 3D-игры начали прям формироваться, что-то там. Ну, то есть в игре там, знаешь, 98-й и повыше. Вот что-нибудь такое. Там типа... Там Ну, в Шенму мы, конечно, играли, я такое не прошел. Ну, вот что-то типа того. Что-то типа уже такого рода игра просто играть. Ну, и в новинки уже охота играть, как-то... Это такое. кажется, тебя уже ретро заебало. Вот это меня уже заебало. Ну, как бы... Воспоминание, то, что я поиграл, это, конечно, круто. Но охота какой-нибудь свежий поиграть. Я бы даже поиграл в этот Дракула X на PS5, который есть. Не поиграл бы. Поиграли. Делать надо что-нибудь новенькое, это точно. Да. Ну вот, завтра палачку подходить. Сникерс. А ведь так раньше, кстати, тоже же, по крайней мере, в третьем статья была то, что это чернокожие называют. Ну и из этих фильмов всяких там, ну, типа, они тоже их так называют. Что-то подобное было. Я не знаю, сникерсы будут считаться оскорбительным словом, или что, хотя так показывает практика. Кочегары, виномет, это как профессия. Ну, почему-то это теперь кого-то оскорбляет. Это очень, конечно, странно. Гачигары. Гачигар. Для меня до сих пор это какой-то маразм. А кочегар что такое? Ну, типа, знаешь. По-моему, тоже кто-то оскорбился. Кочегар. Это как-то опять уже связано с бурлением жопы. Блин, сегодня Денис опять скинул лютые. Парни стримят. Очень хорошо стримят. У них там такой тройничок. Чё Денис кинул? Ну, блин. Как очень парни занимаются жарким горячим сексом. Когда бы не был тройничок такой, знаешь. Сука. Ну, смотрелось очень зрительно, конечно. Там типа один ебет другого, и третий все сверху такой типа залез. Блять.
Вот это пиздец, конечно. И ты это смотрел? Такой. Да, я даже зашел, посмотрел. Ебать. Да, нормальная тема. Реально там был паровозик Томас, блин. Ну, там вот самому заебись это было в середине, ну как обычно. Он как бы и раздает, и принимает. Бля. Такой. Ох, нихуя себе, я оружие нашел. Ебать, это что за срань? Такая вот тема. Ну, пиздец, конечно. Паровозик Томас. Там, блин, стримеры, конечно, подкованы, надо сказать, ребята. Знают цену деньгам. Да, это сильно. Ну, а хули сделаешь. Подожди, это прям реально стрим был? Да, Где? реально стрим. Ну, на Бундикаме. А, сука. Я никогда туда не заходил. Мы туда сходим на геев посмотреть. Ну, там они рил впечатляют. А, Это как что-то новое в своей жизни открываешь, вот там то же самое. Типа, когда ты думаешь, что удивляться нечему, а тут тебе ну уж нифига там парни работают. это да. Это, конечно же, сильно. Там реально трудяги, работяги. Нужны вещички. Да, Трудяги. с завода такие приходят, и на другой завод тут же. блин. Чем мы? Не. Давай глянем. Вот, ребята. Удачи. Устают, наверное. Ну, может, для них это как отдых. Ну хуй знает. Дело-то Ну, они, наверняка по крайней устают. мере- Ладно, сознательно они, наверное, отдыхают, но должны Да, нахуй так, воевать. не, ну понятно, недавно они хотя бы Не типа отстань от места как своей подработка, проблемы. знаешь, Да? Ну ладно. Все, закончили. такая тема. Ну там, короче, токены накинь, донаты полетели, там парень вообще аж запыхтелся. Когда фидбэк пошел, можно и оп-оп на зрителя поработать. Ебать. Жестко. Да, это круто. Очень круто. Так. Ну-ка. Томпсону. Прокачаю. Прокачать Томпсон. Томпсон. Так. Ну что, винтовка еще? Интересная хрень. Так. Мгм. Что там сектанта? Закая Секира Golden Axe. Блять, теперь эта херня в голове заела. Что это такое? Песня какая-то, что ли? Песенка, там киноман ее поет. Я, кстати, увидел, кто такой киноман. Оказывается, я Как оно там давно снаружи? видел его. А хотя нет, не Много говори. раз. Конечно, Я что даже видел. знать не хочу. Да. Нормальный Эй, парень. бродяга, Да, ничего не Бог говорю, всех хороший парень. защитит. Корень может прийти откуда угодно. Здравствуй. Да, в принципе, для русского ретро Я сделал с тобой очень видимся. много. Ну, я так считаю. Довелось ее увидеть. А он прям Может, многих связывает, да? да, он считает Я как отвечаю за- вождь. Я Да, отвечаю. Типа все популярные Мы постоянно ретро-каналы тренируемся. как-никак Я знаю, с ним связаны. Пиксель Девил даже с ним знаком, Основатель да? для местных. Мгм. Увидимся. Еще там много. Приветствую. Ну, Пиксель он как отдельно же шел, М, но все равно, типа, с киноманом подрезал ему, потому что киноман это аудитория побольше, как ни крути. Блин, а я вот помню, не было такое или нет, но вот чтоб, как его звали, забыл. Гитман, Хау. чтоб с киноманом Ну, тоже ну, тусовались, да? Или что?
Ну, вот это вот я не знаю, конечно. Но это вряд ли. Хотя они все РГГ ебашут. Что Гипман, что там... Что там с ними, чувачок? Добрый вам встреч. Какой-то есть. Доброго. И Нюх, по-моему, тоже аж РГГ рулетку сам придумал. Ну да. Юг-то точно. Вещь хорошую сделал, в принципе. Это да. Теперь она в моих благах работает. Мгм. Опять убивать. Кого? Туземцы? Туземцев? Местных жителей? Да. Это очень жестокая игра. Не знаю. Блять. Куда бежал, сука? Стой нахуй. Блин, вот это оружие, конечно, дает им прикурить. Тут у меня люди с меча прикуривают. Блять, я прям... Это прям новиночку, можно так сказать, играешь. А, бас! Возможно. Провести. Я сегодня последний раз запустил 11. Блин, что-то так скучно было. Ну, у меня, походу, все это. Надо отдохнуть от игр, наверное. Даже так. А, блин. Я даже думаю так. Что настолько все приелось. Поднадоело, можно сказать. Ну или это может все из-за того, что вахта близится. Грудь. Ну, первую неделю вообще классно было. Я что-то так вспоминаю, было довольно-таки все круто. Че, через сколько у тебя вахта? На следующей неделе? И опять на 15 дней, да? Да, как обычно. Да. Ничего не меняется. Вахта никогда не меняется. Да. Я вообще, кстати, думал, а ты на работе спишь, что ли? Да, я же туда еду на 15 суток. Я же за городом работаю, я в лесу, можно сказать. Можешь, ну, если тебе любопытно, можешь открыть. А, в принципе, зачем, если я это сам смогу? О, ты сейчас покажешь, где ты этого? Ну, да. Я сейчас зайду тогда. Так, сначала тут туземку съебану. Откроем. VPN. А мне интересно, через Google карту можно понять? Наверняка. Как-никак спутник, все такое. Да. Справился. А прикинь, на твоем месте там тупо заблюренная хуйня какая-то. Вот я Ну охуею. вот, кстати, фотка быка. Режим просмотра улиц.
Да, вот чадо крестик, который мы еще интересно, конечно, делать, да? По-моему, нельзя. Нельзя. Ну, как много посуды. Блин, в этой игре прям любишь ломать посуду, это точно. Да, жалко, что не погуляешь. Вот это прикол. Ну тогда только фотки можно будет посмотреть. Ну, это ради интересно. Это даже стрижение. Карты. Да, а вот по стрижевому можно погулять. Так, Ух ты. Ну-ка, интересно, я смогу найти свой дом? ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Вот даже можем дойти до моего дома. Оп. Ну-ка. Google карта прикольная тема, с одной стороны. Оп. Ты вот здесь живешь? Ну, это типа мой родной город, в котором я живу. Сейчас Я попробую могу- найти свой дом. Я, может быть, тоже когда-нибудь покажу. Так. А ты зашел на стрим посмотреть? Да. Так, ну вот тогда это типа наш центр города. Мгм. Вот этот белый дом, который ты видишь, это администрация. Рядом с ним Ленин красуется, и он там доска почета. Это вот площадь, на которой всякие васины тусуются. Сейчас Блин. до моего дома дойдем. Тут, кстати, недалеко. Я думал, это мой город печально выглядит. Оп. Вот Блин. прям даже пойдем по тому маршруту, по которому я обычно хожу до дома. Вот мы сейчас по нему идем. А, ну странно то, что туда нельзя повернуть. Ну, Так что пойдем там-то- по-другому. Там-то камеры нету, понимаешь? А, ну да. Google машина не ездила по тротуару. Это было... Тогда придется по основному пути. О, даже, кстати, предыдущее место работы свое покажу. О, Так, коляску возврати. так, вот тут я раньше работал, только тут сейчас уже другой бар. Именно прям бар градуса. Я не знаю. С 13-го года не обновляли. Че, барменом был? Да, я барменом, да, делал всякие коктейли. Так, вот идем. Почти до моего дома дошли. Блять, Мне аж нет. прям интересно, на улицу можно будет зайти? Так, да, вот почти пришли. К сожалению, нет. Ну, Ну, ладно, Нет, да? сейчас мы обойдем просто. Мы сейчас просто обойдем. Вот. Почти пришли. Так, где-то у нас хват курсора. Да, вот. Получается дом, в котором я живу. погоди-ка. Что-то у тебя камень Вот. появилась. А, во. М, Да. Вот прям тут. Ты сейчас там живешь, да? Да. М, Такой вот городишко.
Теперь я знаю, куда засылать тактическую ракету. Да, теперь ты все знаешь. А Крапинское месторождение, к сожалению, тут не погуляешь. Ну, в принципе, если так посмотреть по картам, только вот сверху. Диана, он без напряга. Да. Вот это вот здание, это наша общага. Его называют кресты, потому что она, ну, ты сам видишь, Ну типа, да. вот крест, вот крест. А можно было бы им назвать школой X. Школа X, да. Такая вот Люди тема. X. Это И- четвертый рейх. Четвертый рейх, да, да. Вот получается, вот так вот мы заезжаем, Мгм. и живу я вот в этом блоке. М, Вау. А на работу, получается, мы такие, типа, выезжаем вот так вот, едем, так, оп, оп. Ну-ка. Так вот, типа, курсорчик, едем. Так, да, вот сюда мы заезжаем, такие, тут мы получаем задание в этом домике. Мгм. И по кустам уже гоняем. Можно, интересно, посмотреть свои кусты или нет? Я сейчас даже вот попробуем найти на том месторождении, где вот именно прям я тусуюсь. А, прикинь, это походу какого года это вообще карта? Довольно-таки старая. Старые кусты А, еще. да? Да, не все пробуренное даже. Ну, вот, к М, примеру, какие тут я кусты обслуживал. Нифига себе, да, это довольно-таки старое. Ну, вот один из нефтяных кустов, которых я обслуживал. Тут, конечно, фотография не очень четкая. Вот тут нефтяные кусты, несколько скважин, м. их обслуживаем. И, не знаю. И в вот этом тут блядском еще, лесу медведи тусуются, да? да, постоянно. И вот тут еще пару кустов стоит. Один М, и второй рядом. Тут разведка. м. Типа, потом видосы, может, покажу, как туда, к примеру, добираются. Такая вот тема. А вот получается, мы всю дорогу едем на автобусе и едем... Нихуя тут, конечно, маршрут ебейший. И вот получается, отсюда мы вот так... У нас весь день занимает дорога. Ебать. Да, просто тупо на автобусе едешь. Такая вот херня. Раньше вертолетом летали, но дешевле на автобусе. Так погоди, твой город где сейчас? Ну и город. Вот Это где ты сейчас интересно. живешь? Сначала до общаги X ты доезжаешь. Да, так, вот получается стрижевой. Живой. Ну вот там видно курсором. Ага. И вот красная точка, куда я на Ебать. работу еду. Пиздец. Прикинь. Я ну нахуй. Да, мы вот в 9 утра выезжаем. Где-то часам к 7 вечера мы приезжаем. Я сейчас в лесу тусуюсь 15 дней. Да. Теперь я понимаю, что ты такая грустная. Ну, то, что грустняшка-то берет за что. Да. Дорога-то, конечно, пиздец. Да, дорога ровно весь день занимает. Ну, его нахуй, как говорится. Да, вот даже если так вот посмотреть, со Стрижевого мы так едем, переправляемся по реке. Забавно, конечно, так смотреть. Хм. И вниз так едем. Прикольно. Тут и средний Васюган, даже нифига себе. О, по Васюгану можно погулять? Не знаю. Или нельзя? Скорее всего, нельзя. Да. Вот такая вот тема, короче. Такая вот тема. Да. Ух ты.
Ладно, что-то мне, в принципе, иметь подзаебал. Буду включать. Нахуй это говно. Это выключаешь стрим? Да, наверное, что-то мне надоело. Блять. Собака ебаная. Вот игрульку да пройдем и короче. М? Я думаю, может. Хотя. Сколько в третьем Golden Axe уровней? Фига там стики дышат огнем. Ну это прям со Street of Rage как будто взяли схему. Какую схему? Ну то, что толстячки дышат огнем. А, Да, всё. Игра довольно-таки обширная. И сейчас ФБР, да, около, да, открывайте. Так и будет. В такое время уже ФБР открывает. Уже поздно, конечно. Опа. Нифига даже. Лексик. бля, мы тоже флекс такие нихуёвые. Странная такая манера, типа, когда сталкиваешься с этими объяснениями. Бля, что за хуйня? Завязывай, братишка. Да сколько? Справился. Да черт. Это типа как Минотавры у меня, только не фиг. Вот, прошло. Я, кстати, решил нахер, короче, этот луч. Буду рестримом пользоваться. У него соединение стабильное. Ну, согласен, кстати. Только единственное, что придется отказаться от омлета. Ну, я вот... В омлет, я думаю, буду владывать всякие там посты, всякую хуйню такую подобную. Да. Я думаю, можно просто на омлет хуй забить. Ну, этот путь, конечно, легкий. Что я осуждаю. Да? Серьезно? Почему? Всякий подписчик важен. Да? Ну так-то да, с одной стороны. Если бы они бы еще бы переходили с омлета на виделись, вот типа на YouTube, тогда это было бы круто, конечно. Но если воровать посты там ссылкой на YouTube, то норма. Ну да, в принципе. Вот, например, Да. тот трейлер, который мы играли вместе там, Но. в СГК, там большая часть с омлета переходила. Большую часть. Серьезно? Да. Нифига себе. Так что имеет очень даже большой смысл постить посты на омлет. Так, ну тогда да. Любопытно. Как мы знаем, лайки и комменты не любят видос, да? Только.
Да это все потому, что, блин, фантологии меня сбили. Я хотел Fallout 4 получить. Я это буду весь день говорить. Я уже настроился. Потому что, как ни крути, игра, конечно, не самая лучшая. Но такая чиловая, как по мне. Если сильно там не углубляться в гринт и все такое. В мире, конечно, полно минусов. Но это такие больше придирчивые минусы. Пиздец. Надо ее просто расценивать не как РПГ там по серии Fallout, а как именно шутер. С РПГ непонятно, так это просто шутер. Если бы еще был бы какой-нибудь, я не знаю, мод официальный, чтобы там чуть ли не с одной пули бы умирали бы люди, вообще было бы. Чтобы это был именно как шутанчик. О, возможно, кстати, даже игру не пройдем. Справился. Fallout, что ли? Нет, я про этот говорю сейчас, про золотую секиру. Ага. Кантов маловато сейчас. А, конты-то еще не бесконечные. Да, конечно, это же Sega. Ага. Ну, игра, в принципе, не сильно сложная. Просто выбиваешь дерьмо из людей. Да, идешь и убиваешь дерьмом. Великим Конаном Варваром. Выбивай дерьма. Фига себе. Так. Блин, интересно, когда наступит такой день, когда я смогу типа увидеться с тобой и с Дэном. Да, как бы это легко устроить, если есть деньги. Ну это да. Это просто сейчас я же к Денису приехал, как-никак. Мгм. Потусили недельку. Так что ну, это не сильно сложно. Просто я не знаю. Тебе так вообще, наверное, было бы напряжно бы куда-то выезжать. У тебя Ну, тем это более конечно. семья, дети. Конечно. Это максимальный вариант был бы это, если бы мы там к тебе приехали. Мгм. Или если бы мы все поехали бы за границу. Но это вообще, это уже чересчур даже. Ну, типа, не знаю. Типа, во Вьетнам, там, в Турцию, не знаю, куда-нибудь еще так типа на неделю. Ну, это заоблачная мечта какая-то. Но я бы сказал, приземленная довольно. Звучит реально довольно. Это представь, как надо будет заморачиваться с этим как-то. Загранпаспортом? Ну, как бы, Дениса его, наверное, вообще нету. Я так думаю. Блять, ну у меня тоже его нету. Да, а у меня, по-моему, мой скоро закончится уже срок действия. Ну просто Ну, берёшь, это- делаешь.
Ну, по деньгам, я думаю, это, в принципе, так же нормально будет. Да, долететь до меня это пиздец. всё равно. Ну, типа, по деньгам это дохуя выходит. Ну, а сколько примерно? Ну, Дерьмо! не знаю точно, сколько это будет стоить, но я просто беру это с учетом того, что, например, слетать отсюда до Москвы будет стоить Давай я даже сейчас загуглю, сколько это будет стоить. 9 или принципе. типа около того. Посмотри, Да, кажется, сейчас зайду. дорого. Ой, блин, это что, Google? Так. Что у тебя город? М? Как у тебя город называется? Якутск. Девочки. Так. Сейчас посмотрим. Мгм. Ну, к примеру, возьмем какой-нибудь вообще рандомный сайт. Так, откуда? Мгм. Мгм. Ну, допустим, 2 взрослых. Найти билеты. Охуеть, ценник, пиздец. Чё там? Мгм. Самый дешевый на двоих 47 тысяч. Вот. Так что нахуй надо. Это лучше слетать в этот. Реально куда-нибудь за границу. Это намного. Да. Это намного лучше. Как тебе? Типа с реально настроем на нормальный отдых там куда-нибудь. Курортный, типа того. Ну, к этому надо готовиться заранее, где-то за год, наверное. Хм. Его прям сейчас Потому что- забиться на будущий этот. Будущее путешествие. Ну, как бы, если поехать, то это надо заранее уже начинать, во-первых, копить, Это да. то есть бронировать, я не знаю, отели, бронировать, потом билеты. И как-то еще так надо замутить, чтобы, ну, примерно в одно время все приехали. Ну, Как-то так. было бы круто. Ну, какой за противный босс? Это я его так и могу блокировать, интересно. Но почему-то мне кажется, что в конечном итоге опоздает или рано прилетит Дэна, наверное. Да и если он вообще согласится на такой движняк. Да, в принципе, почему бы нет? Патронов нет. Ну, Если я у ж него говорю, деньги, что деньги копить он будет, если нормально будет, то он сможет. Так, это надо тогда... Ну, это в 2020 году, ну, значит... Не, в принципе, идея-то нормально, надо будет мне завтра сказать. М, А куда именно поедем? Да, вот думаю. Да мне кажется, у меня жена вообще на любое согласится. Типа на Турцию, Вьетнам, Тайвань. Мне сейчас к тому же можно хоть куда, типа. Типа слетать. Не. Ну, блин, как бы... Надо деньги откладывать. Я вот сейчас, например, в Египте нахожусь. Практически. Бегаю в Да? пустыне, блядь. Ну да.
И тут такое себе не весело. Я вот в Абхазии сейчас тусуюсь тоже. В Абхазии. Да, у меня тут в горах уже такое. И сразу эти два варианта попадают. Нормально. У меня, по-моему, отпуск в августе будет. Угу. Август. Следующий год август. Ну, следующий год август тогда настроиться можно, в принципе. Ну вот где-то на это время планировать. Угу. А куда именно там? Таиланд или еще какая-то такая вот шняга? Ну, просто как минимум, даже если получится, мы бы хотя бы там бы могли бы встретиться. Это да. Я думаю, жена будет не против съездить. С того момента походить надо. Ходить. Давно планируем похудеть. Окей. У меня жена правильным питанием занимается. Ну, как занималась, по крайней мере. Она как чувствует то, что ну, дискомфортно себя ощущает. Начинает заниматься правильным питанием. Это правильно. Мне бы так бы еще заниматься правильным питанием. А у меня только почти правильное питание. У нас, по сути, правильное питание, но я один, как бы, как дьявол, искушая. Типа пиццу закажем, давай там, и еще там. Да, пицца это вообще балдежная тема. Сегодня пиццу заказал, например. Я так вообще неделю на наггетсах сидел, прикинь, я просто наггетсы вещички. жрал всю неделю. Просыпаюсь, коробку бросаю в гриль. До Жду, встречи. пока все это дело сделается. Все, начинаю себе в рот закинул. Как знаешь, как диски код вставляешь. Так бла-бла-бла-бла-бла. О, заебись, колой запил. Балдею, блядь. Вечер, схема не меняется. Также наггетсы в гриль. Жду, я опять себе бла-бла-бла-бла. Вот так вот в рот закидал. Все, Охуеть. заебись, блядь. И так на протяжении недели было. А что приготовим? Давай наггетсы. Что? Всё. Ну А ладно, потом такой смотрю на себя и думаю, ёбаный, в рот, у меня полно работы. я жирная свинья. Конечно. А потом такой вспоминаешь, типа, где же я ошибся? И такие флешбеки, как ты наггетсы там себя в рот закидываешь, блядь, бесконечно. Да, Ну, блядь, охуенная тема. жестко. Да, сам же виноват, то, что жирный мудак. От этого никуда не деться. Пиздец. Такая вот схемка. Пока. Ну, ничего. Ну, тогда да, в Таиланд было бы прикольно, наверное, съездить. Правда, хотя везде делать нечего. Просто я как-то зарекался, то, что не буду ездить в такие места. По типу. Ну, типа Таиланд, Египет я как-то брезгую. Не, ну Египет вообще не понимаю, нахуй туда вообще люди летят за тупыми Я пирамидами, за- наверное. Хотя, наверное, конечно, посмотреть их было бы прикольно. Ну, типа, мощно, наверное, Да выглядит. хуй знает. Я вообще как-то не восприимчив, ну, к архитектуре. Я не вижу в этом ничего такого, Блять, ну, прям вау. ну это другое. Мне кажется, это... Понимаешь, ты просто стоишь перед чем-то огромным, блин. Чем-то неебически Ну, огромным, просто которое... в этом плане я не это... Я не говорю то, что это хуета какая-то. Просто это... Не, ну это просто сейчас там, сам, наверное, немного иначе воспринимать. возможно, такое. Ну, Мы как бы сейчас тоже говорим иногда, типа там... Блять, я увижу пришельца, скажу ему здорово. нет, это уже другое, как бы. Архитектура и пришелец. Это разные это- вещи. Ну просто я имею в виду то, что
Пока не увидишь, не поймешь. Ну, то Не есть, поймешь. пока Не, ну да. одно дело, когда там ты захочешь все равно это увидеть, там тебе это будет как минимум любопытно. Мне вот Да. просто, по крайней мере, архитектура никогда не впечатляла. Ну, не то чтобы не впечатляла, она мне просто сама по себе не интересна. Как бы я могу понять, почему людям это интересно, ну, а сам как-то проникнуться. Это, ну, я просто понимаю, что, ну, это не мое, скорее всего. Просто как-то так вот. Архитектура. Да. У меня сейчас час 19. Я, конечно, там не скажу то, что я прям такой кругосветный путешественник. Ну, за границей один раз был, к Денису съездил. Так что можно уже галочку себе поставить, то, что что-то в жизни видел. Из таких вот прикольных штук китов видел. О, нихуя. Да. Какие Чё за за темы. Денис? Кореш с Твича. Мы с ним общаемся года 3, наверное. Вот как раз познакомились на Твиче. Ну, типа тоже стример. Ну, такой же ноунейм, как и я. И как и я. Да, и мы что-то пиздели, и я что-то ему признаюсь квадрат, там Самару приняли, отдыхаем, когда приезжаем. И вот спустя год взял, да приехал. О, спустя Денис. год. Ну, может, полтора, где-то так. Я сначала ему полгода просто разъебал, а потом, когда у меня уже все, ну, это, с работы уладилось, прям нормально так. И что-то удачно выпало, то что 12 выпало, можно было бы спокойно съесть, так что так вот так. Но это все равно все было запланировано. Заранее так, конечно. Да, все, конечно, да. А что ты на работе делаешь? Я обслуживаю скважину. Ну, то есть я слежу, чтобы сланцевые соединения не бежали там, чтобы подача на скважине была постоянная. Погоди, это получается, там всегда кто-то есть, да? Ну да, в данный момент там сейчас, допустим, ночник один работает. В нем 2 человека работают. У нас же как, посменная работа, то есть сейчас там работают сменщики. Я вот еду, ну и мы, есть еще такая, типа, как присказка, ну не присказка, я не знаю, как это назвать, то что все сменщики это самое неодобряемое слово на Твиче. Не знаю так почему вышло, то есть для них, да, сменщики неодобряемые. Почему? Ну, как бы так сложилось, то что они оставляют иногда работу, которую они сами не сделали, на твою, скажем так, лавку. А, ясно. Да. Ну, по понятным причинам. Типа Иногда похуй. по непонятным причинам. М. Такое вот бывает. С одной стороны, их как бы можно понять. Ну, а иногда ты все равно говоришь то, что не одобряем, да, осуждаем. Пегры. Да, пегры. Реально, просто тупо пегры. По-другому никак не назовешь. Папирусы лютые и пегры. Потому Блин. что это кошмар. Сменщики, папирусы. Настоящие папирусы и пегры. Да. Ну, мне, допустим, иногда реально кажется, то, что когда сменщики приезжают, они просто 15 дней нихуя не делают. И за это время работа накапливается, и она достается нам, и ты такой, бля. Нихуя. 15 дней нихуя не делать. Ну, мне так кажется. Я могу ошибаться, может быть, они там что-то и делают. Но мне кажется, они там ничего не делают. Есть, конечно, фонды, где работы не так много. А есть места, где ты прям ёбнешь. Как бы, как повезет, скажем так. Это вот как рулетку, реально вот.
крутишь, то же самое. Мне, допустим, мне не повезло. Я работаю на том участке, где работы всегда хватает. И мастер у нас еще такой работящий, так любит поработать. Гачи. Угу. Я, конечно, его не осуждаю. За то, что он гачи. Ну, за то, что он работать любит. Так, что теперь? Он тоже такой человек. Ну, типа старый, да? Да, конечно, старый. Ну, ему лет 50 с чем-то. А хули еще делать-то? Да, такой здоровый, усатый тип, который алкоголь употребляет вместо воды. Хуя. Ну, блин, Typical, да? Мастер. такой прям типикал мужик. Ну, ничего такого, конечно. Но он как бы за людей своих ходит. Поэтому молодец. Да и вообще, получается, те организации, где я работаю, ну, там снег называется. Я, получается, в 10-м цеху работаю, и это единственный цех, который топит за то, что у работников 10-го цеха Они наступают. поднимался разряд и категории. Ну, то есть, поднимаешь себе разряд, и, естественно, тебе платят побольше. Мгм. Ну, это вот единственный цех, который за это не топит. Но в последнее время случился у нас инцидент, то что чувака 8 лет подряд там не повышали по службе, и он выполнял работу не по своей должности. Он как Нихуя. терпило, ну, все это терпел. Ну, это понятное дело, что документировали и прочее. И потом резко так подал, выиграл дело, заработал, в принципе, ебейшую сумму. И после этого организация наконец-то начала думать своей головой. И теперь в принудительном порядке всех отправляют. Просто у нас на работе это прям, ну, я думаю, и по всей России такая схема происходит, что ты выполняешь работу не по своему разряду, не по своей специальности. Как говорится, если ты будешь работать по регламенту, это будет называться французской забастовкой. Я не знаю, может, в каких-то приличных нефтяных, по крайней мере, организациях или в других организациях как-то все в этом плане намного лучше, потому что это, знаешь, это как вот двойные стандарты, то есть мы должны соблюдать регламент, но и в то же время должны, типа, выполнить работу. И то есть тебя ебут за то, что ты, допустим, работаешь не по регламенту, ну и в то же время тебя ебут, если ты не делаешь работу, а где-то 50 на 50 сталкиваешься, то есть такой херней, то, что по регламенту ты не должен этого делать. А так, когда работа встанет. Такая вот херня, к примеру. Да. Да. Как бы правильнее, конечно, будет залупиться и сказать, типа, я не должен этого делать, но тогда тебя будут пытаться уволить. Это тоже такая схема дурацкая. Уже было такое. И когда тебя пытаются уволить, то, понятное дело, тебе не подойдут и не скажут, пиши заявление по собственной. Они начнут просто Выживать? морально тебя, да, дрочить по тем же регламентам, чтобы ты их соблюдал прям 100%. То есть тебе надо быть как-то морально готовым к этому дерьму. Мгм. Потому что у нас какая схема? Почему так именно нас ебут за регламент? Потому что чувак, который следит за тем, чтобы мы его соблюдали, он от нашей организации никак не зависит. Вот типа в чем дело. То есть он наше начальство вообще не следит за всем. Такая вот схема. Любопытно. Ну, как бы можно сказать, сталкиваться с такими двойными стандартами там, к примеру. Ну, я не буду говорить, что там я могу делать, что не могу делать, потому что я не вижу этого смысла.
естественно, я нормально непримерно не могу. Но я так понимаю, что ты все равно же понял. Так. Ну так, да, на работе я занимаюсь тем, что я просто обслуживаю скважину. Но с моим разрядом я могу делать только визуальный осмотр. И все. Кроме... ну и пробы отбирать. Больше ничего не могу делать. Нихуя себе у тебя работа была, блин. Да, прикинь, это была бы самая пиздатая работа в мире. Еще бы спрашивают, ты хочешь повысить из разрядности? Такой, не, нахуй надо. Да, во-первых, если бы, допустим, я бы имел бы право работать только по регламенту, то я бы всю жизнь на 3-м разряде провисел, потому что у 3-го разряда ответственности никакой нет. Он, во-первых, делать ничего не может, собственно, и спросить с него ничего нельзя. И платит тебе 45 за 15 рабочих дней. Нормально. Так это же вообще работа мечты. Знаешь, просто посмотреть на скважину и увидеть, что она работает, или отобрать пробу, это вообще, ничто, можно сказать. Но организации невыгодно держать таких работников, иначе бы, я думаю, полцеха бы так бы работал бы. Они бы просто бы смотрели. Нет, погоди, таких людей твоей разрядности дохуя, да? Нет уже. У нас же типа как цех такой, знаешь, который развивается. С моим разрядом, наверное, минимум таких вот я и еще там человека 2-3. А всех у остальных там 4-й, 5-й, 6-й разряда. Ну тогда... Хуй знает, залупиться, конечно, тоже не стоит, а? Ну да. Вот и сказочки конец. Все-таки Golden Axe меня выебал. Ну а так, по сути дела, работу мы выполняем до 5-6 отрядов. Единственное обидное в этом то, что тебе не платят как по 6-му разряду. Тебе платят как по твоему 3-му, а работу ты такую же выполняешь. И естественно, понятное дело, как бы спроса с тебя никакого не будет. По сути дела, но если ты как-то накосячишь, там уже тебя будут ебать по той причине, типа, а нахуй ты туда полез? Кто тебе вообще такое сказал, блядь? У нас уже было такие случаи, то что чувак запускал скважину, а это получается как выглядит. Типа, представь, вот этот вот компьютер из Fallout, там, 3-го или 4-го, вот этот вот ебаный монитор, так он прикреплен к большому гигантскому моноблоку, где-то примерно с твоего роста. Ну и все, он тыкает в этом мониторе, запускает скважину. Она, естественно, не запускается по, непонятным ему причинам, потому что мы вообще не должны типа туда лезть. Этим занимается... А нахуй мы вообще решил его запустить? Блять, как бы начальство просит, надо запускать. По сути дела, там тебе будут и диспетчера звонить, и технологи там будут говорить, типа, иди запускай скважину. Если как бы у тебя есть 6-й разряд, то ты типа имеешь право туда лезть. А так, по сути дела, ничего не предвещало беды. Там, по идее, ты должен был просто подойти, нажать на кнопочку, типа, запустить, и все. В этом нет ничего сложного. Но так случилось, то, что станция начала троить именно по технической части. И все, он по телефону созванивается с технологом, он его консультирует. Хочет у нее эту станцию. И только у станции взрывается. Серьезно? Да, она как бы задымилась и такой типичный. Да, как бы тот парнишка дико пересрался. Самый прикол в том, типа, почему мы начали с этой хуйни рофлить.
У него звонки записываются. И прям было так хорошо слышно, как станция ебанула, блядь, по телефону. Охуеть. Пиздец, там чувака Рома звали, как он обосрался. Ну, мы его поздравляли в этот же день со вторым днем рождения. По идее, его могло убить. Я так думаю. Да. Понятное дело, она не взорвалась, как граната. Там просто что-то перемкнуло, что-то сгорело, и такой был звук неприятный. А что он сейчас работает, нет? Да, конечно, работает. Он довольно-таки топовый работник. Он сейчас, типа, сидит на втором этаже ВТР, теперь он сам технолог, можно сказать. Хуясь. Да. Ну, после такого дерьма, это, конечно. Не, он просто сам по себе по работе соображает. Ну, ему это еще и нравится, понимаешь? Пиздец, конечно. Станция взрывается. Нихуя себе. Да. Это было довольно-таки смешно. Бля, я бы так как пересрал, нахуй. Блять. Я тут срусь от того, когда меня там одного на кусту оставляют, и ты такой понимаешь, блять, тут же кругом медведь. Че там, прям их тогда хуя, что ли, этих мапсов? Я, кроме следов, не видел еще медведей. Ну, и блять, это стрёмно. Если прям уже следы видишь, то это уже... Не, следы ты часто видишь. Даже часто. Ну, пиздец. Да? Конечно. Тоже сирануть-то, конечно, можно. Это такая тема. Не самая приятная, скажем так. Нихуя мне тут, пацаны, ребята. Нужно заняться классической схемой насчет других стримеров, да, устраивать прожарку. Что-то нет настроения. Какая-то вообще не проходит. А как ты вообще к этой теме пришел-то? Какую стримингу? Нет, прожарку. Как не знаю. Это все из-за не просто как бабка. На лавке. Начали обсуждать. Так-то, конечно, по большому счету пофиг. Это уже, как знаешь, как потом это перешло как за здрасте, там начинаешь шелестить вкладку ретро, смотришь на стримера. В этом что-то есть. Вот именно почему-то вкладку ретро. Не такой хочется делать, что понимаю. Вот даже сейчас я заходит, ретро день там. Скажем, пару раз сколько. Идея канала у меня так, я бы сказал. Что сделали такой стрим?
функциональность прожарка уже тоже появилась, там, как бы чекаешь. Нет, именно просто именно во вкладке ретро иногда можно встретить довольно пиздец каких-то вопросов личности, которые по-своему очень сильно доставляют. Прям кошмар просто. Типа хороших личностей? Ну, не то, что это интересно. Знаешь, такие классические персонажи, которых ты привык обычно встречать. Я просто перестал, ну, по крайней мере, стараюсь больше не стримить в этой сраной вкладке, потому что Руки на месте! потому что есть как бы отдельная уже вкладка для этих игр, для каждой почти. И, наверное, еще больше играет эта роль то, что все зрители, с которых я смог поиметь с этой вкладки, я уже поимел, скажем так. Так что то, что я буду стримить во вкладке ретро или не буду стримить во вкладке ретро, больше народу мне не прибавится. Такая вот схема. Так думаешь, да? Да, да. Хм. Как бы в этой вкладке протусил 2 года. Как бы и за 2 года-то уже можно. Ну, по крайней мере, я так думаю, то, что это все уже. Это предел. Иногда люди заходят. А? Иногда люди заходят и советуют всякое. Типа как-то приплатить там топовому стримеру или там что-нибудь там такого. Или подсоцать и все такое. Ну, это тоже сложно. Это да. Ну, я у них спрашиваю, а как это вообще организовать, сделать, вы что, типа, в курсе? Они такие, ну, типа, хуй знает, как-нибудь, ну, попробуй. Я из таких топовых стримеров ни с кем не общался. Вот с одним только YouTube чуваком общался. Это Tales Game. Он делает обзоры на званый ужин. Я ему заплатил косарь, чтобы он со мной поиграл. Нужны вещи. Ну, как бы он не просил именно эту сумму, он просто сказал, типа, сколько не жалко. Я такой думаю, Пока. да похуй. Чтоб обидно не было, типа. Ну да. Как бы. Да и мне было с ним, ну так, в принципе, приятно Отстань от меня пообщаться. со своей болтовней. Да? Я бы вот, можно сказать, пообщался с Ну, каким-то надеюсь, оно YouTube того челиком, стоит. которого я смотрел. Ну и как бы тоже смотрю. И просто у меня и жена его смотрит. Ну и даже мать у меня его смотрела. Я такой, нифига себе. Только вот, к сожалению, запись это не сохранилась. У меня полно работы. Что-то нужно? Но вот было дело. А так, ну что, без бабла стримить это вообще. Ты никогда не станешь популярным, это 100%. Это да. Хотя, с другой стороны, для меня шанс 1 из 100 это уже как бы большой шанс. Потому что Пока. Что-то по нужно? его наби за Что тебе Bosch нужно? До встречи. игрой. Так что всякое бывает. Это да. Бына. Ничего не исключаю. Жестко на тебя упал, конечно. Да. Потом эту хуйню задоджили или че? Я особо даже не понял, как это. Типа, получается, просто на рафлах, типа, взяли и этого ли его?
Дропнули? Да, ну я просто... Не, там я столкнулся с каким-то моментом, то что у меня эти сейфпоинты перестали срабатывать. Да и так я бы эту игру бы в жизни бы не прошел. Слишком она уж жесткая. Там видел, да. Ну хотя бы до Hello Kitty дошел. Не, Hello Kitty-то я и проходил. Я дальше Hello Kitty дошел. Ну даже пришел. Да, да. Ну это уже достижение. Ну, в принципе, для меня, да. Как бы это мой потолок, скажем так, в такой игре. Бля, я даже потом тот пройти не могу. Да, вот, я тебе говорю, попробуй именно японскую версию. Да она не сильно легче. Она не сильно легче, как бы, оригинала. Но просто, если вообще углубиться даже вот в историю этой странной Battletoads, европейская версия, она забагованная. Американка тоже забагованная, но чуть более-менее. А с учетом того, что есть, ну, японка, и она якобы легче, и такая же, наверное, скорее всего, забагованная. Почему бы и нет, раз это же не чит какой-то, не хак. Не, ну это Так, понятно. Да, ну или попробуй сеговскую версию. Потому что графика приятнее, музыка получше и тоже на чуть-чуть попроще. Как бы ты также будешь грибан сосать, но уже будет сложность адекватна. То есть и пройти уже будет ее более-менее возможно. А как бы, ну если прям уж пиздец, ты будешь чувствовать себя типа не тру пацаном, после того, как ты пройдешь хотя бы сеговскую, у тебя уже будет, ну, какое-то представление о том, как можно будет несовскую затащить. Так что я не знаю. Погоди, почему сеговская это версия, она так. что, идентичная, что ли, по уровню? Там все то же самое. Нихуя Я говорю, себе. там только графика лучше и звук лучше. Ну и она чуть полегче. Ну, это прям не говорится, что она прям кардинально легче. Сеговская версия. Угу. Так что я бы на твоем месте бы задумался. Как? Ну, одно я знаю точно, то что на серьезных щах и по чесноку Battletoads на двоих невозможно пройти, по крайней мере, несовскую европейку. Это невозможно пройти. Там какой-то баг есть, из-за которого, ну, вообще это сделать невозможно. Только вот этими, как он... Если ты будешь перескакивать Варпами? уровня варпами, да. Без варпов это, ну, просто невозможно. А что там? Ну, там баг какой-то ловишь именно благодаря двоим игрокам на каком-то определенном уровне. И игра, ну, просто, ну, не то чтобы крашится, а становится довольно-таки жопой. Интересно. Можно сказать, она как бы крашится. И в то же время не крашится. Как-то так. Такое себе, скажем так. Хуя, это что за хуйня? Слушай, мне эта игра уже напоминает местами Doom. Doom? Ну, вообще какой-то такой коридорный шутер с данжами и все такое, не знаю. Это типа... Но сейчас благодаря этим черепам это, бля, вылитый Doom. Просто.
Шима, привет. Я тебя уже прочитаю. Нелегко было. Здорово, Шима. Здорово. Шима шоу, а им Шима. Шима. Как его? От Шиморов фанатеет, наверное. Конечно. Блин, я раньше вообще за здрасте смотрел, например. Кто-то. Куплинова, там, таких ребят. Ну, Да, я раньше, ну, в году один я смотрел летсплееров, которые играли в этот... Happy Wheels? во всякие хорроры. А, хоррор. Да, мне эта вот тема была любопытна. Там всякого, знаешь, ну, я не знаю, ты знаешь, там какой-нибудь там Влад Даглас. Ну, сам ну, хотя бы такой хоррор. Ну, и сам он такой популярный. Эти Зильфа раньше постоянно смотрел. Ну, Куплинов нормально. Из тех, кто Да? вообще, да, но я думаю, сам кто такой. По Да, крайней ну, мере, кажется чё, мне искренне таким. Остальные такие, блядь. Фёдор раньше смотрел. Не скажу, конечно, то, что тогда этот был лучше. Нелегко было. Ну, он как бы и так, мне кажется, с каждым днем все более и более лучше становится. Ну-ка. Петя Докер 88. Кассет забыли. Бля. Чё-то? Да, смотрю, кто тебе последний задал, типа топ данный. А. Мне навсегда в топ донатов, наверное, докер останется. Топовый чувак. Угу. Блин, так если вспомнить, сколько Денис мне тоже там донатил. Пиздец. Особенно, когда мне это было странно в РГГ, когда пробовал пойти. Ага. Ну, РГГ это реально кал дело. Потому что где-то 90% из игр, которые тебе выпадают, ну, это полная шляпа. И там это И- говно никак не настроишь, да? Хотя- Не, я имею в техническом плане. М. Ну, то есть ты представь, то, что где-то 95% то, что тебе придется играть, это, ну, духота. Ну, понятно. Ну да. И пришлось добавлять рулетку, типа, с возможностью, типа, там плюс игра, минус игра, переходишь на другую платформу, там, или еще какая-нибудь дичь. М. Только с таким трюком я смог почти РГГ пройти. А так без этого А ты всего лишь на почти проходил? я дошел до последней платформы и просто хуй повалил. Бля. А Дента я его проходил? Нет. Цикл, мне может эту вершину взять? Ну, поверь, это бы точно было. Ну, как что там того, там что-то правильно. Самое скучнейшее, то, что дальше PS1 ничего не закрыто. Остальные это объяснимо. Потому что охота уже посмотреть какие-то старые, конечно, игры, но если уже 3D, знаешь, там GameCube, там, PS2, тем более она сейчас более-менее выиграет, что-то там Dreamcast. Угу.
более, как по мне, это уже ретро-консоли. Тот же Wii хорошо. Вот самое что интересное, GameCube и Wii, Справился. можно сказать, ну, где-то на процентов 80 эмулируются так же, как и Dreamcast. Ну, PS2 чуть хуже. Ну, тоже где-то под 80% А, игр. PS2 хуже? Ну, PS2 проблематично эмулировать. Мне Ну, казалось, просто наоборот. я со своей колокольни сравниваю, если так вот, допустим, две платформы сравнивать, GameCube и PlayStation 2 эмулируется лучше GameCube. Вот вторая. И тут даже не надо как бы этой вот херни говорить из разряда типа то, что вот компьютер должен быть там в 20-30 раз мощнее консоли, но нельзя забывать такую херню, как про оптимизацию в любом случае. Потому что сейчас есть и эмулятор там PS3. Но опять же, надо над ним работать. Я как-то на своем старом компе PS3 пытался эмулировать, но мой комп просто охуел, блядь. Еще бы он бы не охуел. Он просто ёбнуться чуть-чуть не охуел. Я такой еще Да. думал, бля, только не умирай. Я его откачивал еще. Пришлось экстренно комп вырубать. Это было жестко. Потом я просто взял, тупо удалил этот эмулятор нахуй просто. Да, конечно. Я уже никогда не думал о нем вообще. Это просто табу. Да, как по мне, проще консоль купить, подрубить эту карту захвата. Это будет менее геморройнее, чем с симулятором летать. Ну, естественно, менее геморройнее, ну, блять. Ну да, это Деньги. бьет по кошельку. Это Да, пиздец. это бьет по кошельку. Это тоже такое. Money place, как говорится. Да. Ну вот сплиттер придет по почте. Стримы с PS3 буду подрубать. Хм. Сейчас, как бы я бы сейчас бы мог, но, блин, там эта защита дебильная стоит, что на PS4, что на PS3. Без сплиттера картинка не выводится. М, Сейчас приду. Окей. Эти что за сосудики пошли такие? Прикольная тема. Так. Откуда мне все время берется степень шкуры? Я вроде как окно закрыл. Пойми. Бля, кажется, где-то в доме у меня есть источник жизни. Где-то распаются маленькие твари. Нужны вещи. До встречи. Так, Привет. Конечно. дай-ка мне. Да, и меня вообще удивляет, как ты так Удачного. можешь долго за компом проводить. Ну, я не знаю. Тупо пассивный навык какой-то образовался. у меня. Что? Надеюсь, все. Ну а как семья к этому Иди относится? уже. Эй, Не бродяга, Серьезно? Да. что тебе нужно? Ой, я не могу этим же похвастаться. Да. Это может быть и хорошо, с одной стороны. Береги себя. Я вот впервые, блин, А, смог что тебе? посоветовать. Типа, слышать Береги такую себя. охуевшую вещь, как
24 часа челлендж. Но это, конечно же, как-то не обговаривалось, я просто взял и сделал. Ну, это да. Так вот нормально. Просто не спи, блядь. И все. Ну я сидел. О, бляха-муха. Кстати, патроны тысячу. Да, никто, кроме нас, ну и тебя не ценит все эти старания. Ага. Не будет потом что в старости вспомнить, да? Я, блядь. Однажды 24 часа, блядь, сидел нахуй, стримил. А ты чё? А? Сука, устал, блядь? 3 часа постримил, блядь. Будем говорить мы. Да, иногда бывает довольно-таки душно. Ну, конечно, если там прям какой-то уёбок начнет заходить душить, ну. Или Да, даже группы таких. Не, ну от таких устаешь, это бесспорно. Есть такие моменты. Я даже, например, к одному челику на стрим зашел, он там Хант Шаудаун играл. И там, блядь, ну это пиздец душный стрим был. Он там что-то с одним зрителем спорил по теме какой-то, ну, своего круга. Там у них там какой-то спор произошел. Он там якобы сидел, кого-то хуесосил. Не по теме, типа ты стример. И ему зритель об этом, типа, ну, по этой теме пояснял. Потому что нихуя не прав был. Ну и пиздец. А? И чем все закончилось? Ну и я там начал писать, блядь, пиздец духнатура, блядь, типа, че за хуйня, типа. Че вы разводите, да? Да, блядь, вообще драма там какая-то, там типа, дом 2 какой-то, че лобное место. Ну и там люди начали даже подхватывать этому, вот эту вот хуйню. Точно реально-то типа душно туда-сюда, но я просто вышел. Тот стрим там спустя несколько минут закончился. Хотя он планировал, сидел, говорил о том, что ну еще, типа, 8 часов постримим, будем вообще, будет, типа, нормально. Ну, там пиздец. Чувак его задушил, нахуй. А он еще его, типа, забанить, видимо, не может, или что. Ну, типа, свой чел. Ну, это если бы прям ты или Дэн зашли бы и начали душить нас. Своих хуйней, да? Блядь, ебать. Сейчас скачаем Dracula X, посмотрим, как будет эмулироваться на PSP. Ну, Dracula X, наверное, охуенная тема. Там прям этот... А PSP, кстати, по-моему, нормально эмулируется. Более-менее. Да, но не будем забывать про мощности моего компа. Ага. Потянет ли он такой, не потянет? Бля, ну сейчас у меня, конечно, типа пошли мощные, пиздец. Они, главное, не по урону там типа стали мощнее, блядь, а разновидность, нахуй. Иная совершенно. Тут мопсы, в принципе, не такие. Радует, нахуй. А что за сюжет у этой игрушки? Так, ну этой игры... Сюжет.
попробую пояснить. Только чего убьет его. Пиздец. Так. Ну, короче, Нелегко было. главный герой какой-то хуй с другой там другого континента плывет на кораблике до острова, который вот находится, ну, на котором мы на данный момент находимся. Это какой-то большой город или, возможно, континент. Ну, континент, в котором вот этот большой город и имеется. Кто знает, там сюжет, он такой расплывчатый, непонятный. Просто понятно то, что главный герой идет к какой-то башне и должен там в этой башне какую-то хуйню сделать. И пока мы идем к этой башне, мы тут разруливаем дохуя вот всяких разных таких моментов, боссов убиваем, помогаем там некоторым челикам, что-то там делаем. Потом по ходу еще выясняем то, что надо еще путешествовать по иным мирам и там тоже какую-то хуйню разруливать. И сейчас у меня основная цель найти основателя блока 13, в котором вот находятся все остальные выжившие этого мира, в котором вот ну, откуда родом главный герой. И типа он как-то должен помочь главному герою добраться до как его этой до башни этой ебаной. Короче, все как такой сюжет. Ну он очень такой расплывчатый. Игра вообще еще говорят связана с одной игрой. Она типа как называется Хронос или что-то типа того. Ну типа прямое продолжение той игры. А та игра на VR. Еще. Там типа, насколько я понял, помогаешь какому-то главному герою добраться до цели. А там сам как ты, ну, типа как какой-то наблюдатель со стороны. Что-то вот в таком роде. Там еще видно очень сильно то, что вначале главный герой вообще по одежде, по оружию, как будто вообще с другой игры. А, даже так. Да, вообще ну, типа, меч такой, типа, мега стандартный такой, ну, фэнтезийный, обоюдный такой. А вот тут мы пиздов получили по приходу на этот континент. Его там одели, снарядили, как это, и все, оружие, все остальное новое там сделано из этих частей чего-нибудь. Более постапокалиптичный вариант стало. А, еще зачем он на такую башню какого-то этого какого-то спасителя должен найти. То есть изначально в первой части там, видимо, огнестрел, ничего такого не было. Тупо меч. Или что-то ближнее. Справился. Фишка, привет. Привет, я не понял, игра вышла или это ОБТ в Steam 20-го пишет. И стоит ли брать? В принципе, я тебе скажу так. Стоит брать, и она у меня, потому что я ее предзаказал. Ну, типа... Привилегии предзаказа. Можно пораньше поиграть. Блин, опять же, мне не нравится. Такая В тема? Дракуле X нельзя пользоваться этим. Чем? Ну, кнут не во все стороны идет. Фишка, ну, игра хорошая. Она хорошая. Меня увлекло, в принципе. И Рефанд так нормально вообще. эмулируется, кстати. Я бы сказал. Что говоришь? А так нормально эмулируется, можно будет и поиграть. А, Я вот сейчас запустил. что радует, тут контент на дохуя. Фишка. Казалось бы, ты
всю игру проточишь на одном ебаном городе, но потом узнаешь по сюжету, что ни хрена себе. Тут есть параллельные миры. И карта этих параллельных миров ничуть не меньше, а даже больше. А сейчас как предзаказ работает, как думаешь, 2 дня осталось? Ну, не знаю, чувак, посмотреть на цену и на преимущество предзаказа. Ну и так оценить. Если по деньгам сейчас не выходит и только к выходу игры, то не страшно, я думаю. Но я сам даже не понял, что я получил с предзаказа. Мне кажется, я только получил вот сумку выжившего, которую я до сих пор не открыл. Блин, где этот мудак? Блин, как же меня радует их враги. Они все ходят разные. Так, сейчас. Справился. Не цена не кусается, главное, чтобы поиграть дали. Ну, сейчас предзакажешь и сможешь поиграть, я думаю. Ну, я так думаю, по крайней мере. Вот, сумка выжившего тут есть. Открыл его. По-моему. Да, открыл. Ништячки выпали. Эликсир просвещения. Повышение получаемого опыта на течение 2 часов гибели персонажа не отменяет. Блин. Черт. Повышенная скорость прокачки когда-то. Сука. Если я знал изначально. Надо бы завтра его заюзать. Сегодня, мне кажется, не стоит. Давно уже стримил, потому что хуй знает, как скоро я буду стримить. Но мне кажется... Ладно, давай похуй. Одну я все-таки скушаю. 2 часа, я думаю, еще посижу. Так. Я вот думаю, еще гайд может запилить на эту игру. На Ютабе нет ни одного гайда по этой игре. Запили, кстати. Полезная тема будет. Ага. Надо будет тогда материала побольше собрать. Как раз таки этим я и занимаюсь, можно сказать, сейчас. Но самое главное, главный совет в начале игры, мне кажется, это всю хуйню вкачивать тупо на пистолет скорострельный. И все. И будет тебе счастье поначалу. Фишка, если не трудно, посмотри, там на предзаказе есть сумка выжившего, или оно по умолчанию всем дается. Ну и ну еще расходники покупать особо не нужно. В начальных этапах игры это вообще не столь важно. Так. Я что-то немного заблудился. Ага, не сюда. Ну, кайф. Ну это прям реально блуждание по данжам, все такое. Это на самом деле нормально заставляет. Давно я не кайфовал от данжа. Черт, патронов! Лол, патроны кончились.
Нифига воздух искажается, его вообще не было видно. Так. Ебать. Так, что-то вообще дерьмо. Впервые придется использовать коробку с патронами. Впервые за всю игру использовал коробку с патронами. 1000. Так. Блин, мало с ним понятно, куда ему бить, но как будто куда-то ближе. Нелегко было. Некуда класть. Так, ладно. Ау, мать твою. Как хорошо игра на слух воспринимает. Тоже. По звуку понятно, кто что делает. А самое главное, откуда. Это что-то там пикнул справа-слева. Сразу понятно, что он типа выстрелил или еще что делает там. Короче, атакует или не атакует. Чем тоже стоит пользоваться. Бинты. Так. Тут еще есть. Угу. Комната обшарится. Вот в этого мудака не стоит прятать только телом. Хотя этих ебанов надо просто убивать. Даю, кто ему. Ага, по брюшку надо ебашить. Справился. Так, скоро дойдем до босса данжа. Че, как тебе Дракула? Да, ну, пойдет. Вообще нормально идет, да? Да нормально. О, снова Castlevania, ёпти. Но я не буду ее проходить на это. А. Ау. Как хотелось бы. Хотел было рассказать, опять дрочить. Не сегодня.
Так. Угу. Да не стоит, наверное. Что мне по Лутецкому? 40. Нифига стоит. О, вот это я, конечно. Так. Привет, Низель. Добрейший вечерочек. Хорошо. Игра классная. Прохожу весьма таки уверенно. Правда, был один такой трудный данж с трудным боссом. А, нет, там по основному сюжету был один трудный момент, очень трудный. Тише. Разбудишь стаю. Если они проснутся, виноват буду не я. Ебать, тут дохуя собак оказывается. Тише. О, да? Да я тихо. Мне плоховато слышно. А, это я после того, как шум подавления включил. По сравнению с игрой. Понятно. Сейчас. Игру потише просто сделай и все. Вот так вот, типа. Наверное. Ладно, пусть. Так, раз. Давай, пускай так будет. Блять. Чё у него, бля, с рукой? Присаживайся. Присаживайся. А куда? Будешь шуметь. Тебе откуда ты тут? Стая рвет всех без разбору. И все же я рад видеть новое лицо. Любое лицо. Отлично. Девушки нет, видимо. Садись. Но У меня? не шуми. Если стая решит, что Да. ты еда, я буду за них. Разве для тебя это состояние опасно? Они моя семья. Им нравится моя похлебка. Хочешь, продам немного? Ну-ка. Вот взгляни. Мясо повелителя гончих. Повышает урон критического удара. Ни хрена прикол. Возьму пару штук. Спасибо за разговор. И не поднимай шум. И не возвращайся. Тише. Подожди. Давай-ка расскажу, что знаю. Поболтаем с челиком. Почему ты здесь? Долго рассказывать. Я изгой. Бури на меня плевать. Выр хотят убить. Стая. Вот моя семья. Хочешь историю? Ладно. Доводилось слышать о жатве. Ну, вроде того. Раз в 7 лет бессмертный король отправляет выр по деревням. Они выстраивают нас, как скот. Решают, кто будет жить. Хм. Для бури это великая честь.
Я был рад, пока не узнал, что происходит с избранными. Им вживляют металлические устройства в голову? Что? Ха, нет, Фига у тебя там Избранных. красная кола. убивают. Это Морс. Мне Да, повезло. дело. Я сбежал. Теперь для бури я изгой, а для выр добыча. Ха, но я нашел лучшую семью. Говорят, он бессмертен благодаря особому порошку из тел врагов. Да, норм тема. Только я тебе этого не говорил. Он не должен знать. Так, нихуя себе. Так, расскажи-ка мне о буре. Блин, вот тут вот диалоги, текста, они пиздец длинные. Просто ебанутся какие длинные. Первый персонаж, у которого очень длинные диалоги, это чел с этого. Мусорный зуб его зовут. Он в вертолете сидит. Но если ты выслушаешь его все истории, он тебе скажет: нихуя, да ты охуенный парень, меня впервые кто-то выслушал, вот тебе там какой-то охуенный предмет дает. Прям, который заебись помогает. Так что иногда послушать тут всякие разные истории надо. Помогает. Мой народ бури, Фига себе, его закаленное гейм сейчас тяжелой жизнью племя. и Гитман. Главное для племени выживание. Слабых изгоняют. Это игру стримит? убивают. Угу. А Сейчас еще много что-то они народу легко растет. нападают на чужаков. Видать, Даже кто-то на не бывших толпой бурей. играет. Наверное. Ее называют Dark Souls с пушками. И Гитман, и Блэк, УФА, и Love Games. Там топы пиздец. Ну, это хорошая игра, я же говорю. Заботится только о себе. Не верь ему. 2. Они вдвоем играют. Да, ну вот они, значит, вдвоем. Тиран заботится только о себе. Да, Верь ему. Бессмертному королю не верить. Почему состояние? Чего вдруг? Мы же семья. Но ты же говоришь, что они рвут всех без исключения. Я не исключение. ты сейчас мне это Я говоришь? член семьи. Нет, я про игру. А, А чё, с чем в контекст попал? да хрен его знает. Они рвут всех без разбору. Типа Will of Games, что ли? Так, в чем твой секрет? Хватит. Довольно. Ах ты сука, он прям не хочет говорить. Так лучше. Прям, сука, готов был на меня напасть. Если бы я еще надавил, расспросил бы на эту тему. Какая огромная собака. Альфа. Она не укусит, если не узнает, что ты здесь. Ты сказал, что будешь сражаться за стаю, убьешь меня. Почему? Разве ты не станешь защищать свою семью? А если они нападут на меня? Не вижу разницы. Между мной и тобой нет вражды. Но если они нападут, я присоединюсь к ним. Бать, чувак, конечно. Но... Их надо разъебать, мне кажется. Эту толпу. Чего вдруг? Я не исключение. Я член семьи. Сейчас я его, блядь, заебу вопросами. Он сейчас как встанет, закричит: фаст, нахуй. Ебать, я охуею сейчас, наверное.
Хватит. Довольно. Говори тебе или я заставлю. Пиздец, понеслась. Я предупреждал. О, сука, пиздец. Да, стрелка. Вот уёбок. Пиздёс ты, Саджис. Ты пиздёс. Ты пиздился, да. Говори, а ты заставлю. Я тебя предупреждаю. Он всё-таки сидит там. Да. А хули теперь сделаешь? Тебе только убивать эту суку. Так, сначала мелких мопсов надо убирать. Я фигусь, что у меня оружие не помню. Мать твою, сука. Где тут пес? Вот урод призывает еще своих друзей. Ладно, я призову своих. Блядь, сейчас мне пиздец наступит. Ебать. Сука, 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 сука. Чё они такие спокойные, блядь, это меня волнует. Бля, умри, пожалуйста. Найс. Блять, осталось убить психопата и оставшихся собак. Ну то куда? Справился. Да. Я даже слегка вспотел. Да. Посох брейк-данс ебашит. Так, повязка из лана. Блин, повязка из лана. Главный секрет бессмертного короля.
уснул вместе со стражем, но это был не единственный секрет. Вот да. Ценный ресурс, который носила кувалда, используется для создания мощного модификатора. Ага, модификатор теперь могу делать. Хорошо. Блин, плотненько было. Сукин сын мог меня убить. Хватает места. Но мне, возможно, просто повезло. Некуда класть. Даже мне страшно было. Так. Интересно, куда мы выйдем? Вообще нормально. Заебись совет. Которые я ранее давал. Ну да, заебись. Чё бы нет. Еще на мана. Не. У тебя... Да. Типа, чтобы прыгнуть, жми Space. Это да. Блин, подобным играм эти советы, я думаю, нихуя ничего не дают совершенно. Ну, разве что просто знакомление с управлением. Но я имею в виду то, что игра, сука, тяжелая местами. И обычный чел, который впервые играет игру, но он тупо не силил бы это все. Он бы охуел и сказал, вы ёбнулись. Так, это куда я пришел? Опа. Любопытно. Я, видимо, этого стража активировать могу каким-то образом, и он тогда сможет, типа, тут что-то делать. Видимо, охранять это место. Так-то атмосферная игрушка, надо попробовать. Да, и это то место, в котором я нахожусь, это не основной мир. Это вот только второй мир. Так, тихо. Я тут просто лутаюсь, как бы. Так что... Я даже не заметил. Полагаю, тебе нужна еда? Лекарства? У меня все это есть. Ну, какой? Пахнешь ты необычно. Не пустошью и не цитаделью. Откуда ты? Из совершенно другого мира. Понятно. Такие, как ты, мне раньше не встречались. Оттого и запах такой. Впрочем, неважно, откуда ты. Я всем рад. Мои цены одинаковы для всех. Тебе также может быть интересна информация. Бури, Акари, даже сам король. Вуд знает все обо всех. Круто. Так, чем могу помочь? Так, давай поторгуем для начала. Значит, к делу. У меня хороший выбор. Или, может, ты за секретами? Так, давай товары. Всегда отличный выбор. Стандартно. О, а это уже не стандартно. О, нифига стакается до 5. Блять, а камень черного солнца неплох.
О, это прямо для коопа. Но, блин. Мне, в принципе, лома до хера. Так и так куплю. Так. Я буду тебя ждать. Давай еще поторгуем. Точнее, что там? Я постараюсь ответить. Сначала о нем расспрошу. Что за маска на твоем лице? Бурри часто улучшают свои тела, чтобы стать сильнее. Тебе наверняка встречались такие. Например, иты, избранные, получают особые кристаллы, источник видений и невероятных способностей. Нихуя, ты что, агментация, что ли? Они типа киборги? Увы, нет, меня не избрали. Нет, маска Вуда — это украшение. Моя сила в качестве моих товаров. Можно. У Вуда А, что это за штуковина снаружи? древнее чудовище ушедшей эпохи. Я нашел его очень давно, но так и не смог заставить работать. Хотя, учитывая размер, пусть Там хоть садись, послужит я в качестве пойду спать. статуи. Чего, подостал? Да. Ладно. Тогда что, завтра стримишь? Не знаю. Честно. Ну ладно, если что, пиши. Да, хорошо, давай. Давай. Так. Чего желаешь? Ну-ка, давай секреты. Слепой слышит и подмечает многое, что другие могут упустить. За 100 кусков лома я поделюсь одним секретом, таким, который точно больше нигде не узнать. Давай. Немногим известно, что есть два народа Бурри — Суль и Карри. Угу. Суль крупные, хорошо сложены, один из них перед тобой. Ясно. А вот о Карри мало кто знает. Маленькие, быстрые, хорошие охотники. Благодарю за сделку. Когда-то Акари были жрецами и верными слугами бессмертного короля. Но теперь они считают короля еретиком, который умрет, если страж возродится. Правы ли они? Пока страж не вернулся, не знает никто. Хотя бы раз увидеть, как страж выглядит. Среди гончих пустоши живет один изгой Бурри. Он был моим покровителем, пока не стал одним из них. Возможно, вы даже встречались. Хотя откуда тебе знать? Я его убил только что. Штука у него в голове не украшение. Он пересадил себе жезл контроля Выр. Вот, бля. Он, сука, ими управлял. Бессмертный король Эзлан, мудрый и всезнающий, ну, или почти всезнающий. Его слабость в уверенности, что никто с ним не сравнится, он просто не представляет свою смерть. Но умереть может каждый, верно? А смерть тирана станет благом даже для тех, кто привел его к власти. Но его Если убить что, я надо. молчал. Мне почему-то кажется этот пес симпатичным. Че там прикольный уж какой-то. Секреты у меня закончились, но взамен я готов отдать О! особую броню, как раз для тебя. Нихуя? Древнее чудовище, хотя... Чего желал? Уверен, что-нибудь... Костяной килт. Нихуя предмет, блять. Пиздец, он повышает урон. Вот это я послушал секретики, но неплохо. Я буду тебя ждать. Вообще не зря его слушал. Так. Ну-ка, ну-ка.
Бля, вот это ща бафнусь нахуй. Просто ебануться как бафнусь. Так. Ну, такой. Более-менее нормально. У Вуда есть все, что нужно. А, ну закрыто было. Нормально открыл я. Так. Тут, видимо, еще один данж. Да, похоже на то. Офигеть. Офигеть. Игра платная? Да. Хонигина. Я, правда, уже не помню, сколько я отдал за нее. Погоди, это не данж? Или чё? $25. Ебать. Так, стоп, нахуй это место? Я лучше пойду сейчас кристалл открою. И сейчас двинусь вперед. Тут, короче, смотри. Думать то, что к каждому кристаллу можно вернуться, это типа ложное мышление. Нельзя тут мыслить как в Dark Souls, это вообще потом тебя подъебет жестко, мне кажется. Ну типа тут есть вот эти вот кристаллы чекпоинты, и есть кристаллы, которые являются точкой перемещения. Эти кристаллы легко отличить, и кристалл перемещения, он огромный. Вот он, вот лежит. Вот он, вот кристалл перемещения. Вот я его активировал. Теперь я спокоен. И могу, в принципе, вернуться на тот данж. Или посмотреть на этот. Так, вернемся к блоку. Там. А, мне денег даже нет. Черт. А чё мне по талантам? По талантишкам чё? А. Так, что-нибудь я лучше смогу, интересно? А, кстати. С твоей болтовнёй. Модификатор же. Ну ладно. Иммунитет крикуна создает заклинателя ауру, который дается вместе с ним. Нихуя прикольная вещь. Меньше урона. Также отличная вещь при игре в кооперативе. Что тебе нужно? Но у меня тупо денег не хватает. Говно. Костяной килт. Пока. Найти бы еще шлем авантюриста или там шапку авантюриста, что это такое вообще. Было бы офигенно. Куда бы теперь пойти?
Найти бессмертного короля. Из пепла. Так. Блин, я даже... Так, я куда, интересно, попаду? Проверим. Может, это и есть данж? О! Вот этот данж отличается от всех. Да, это данж. Ладно, пошли. Какого хрена? О, ни хрена. Проклятие цитадели. Надо убивать, чтоб не умереть. Нихуя себе, блять, это хуёво. Бля, бежать надо в этой хуйне. Хотя тут лута столько. Чуть-чуть восполнил здоровье. Блин, теперь тут можно берсерков включать прям. Черт, я... Блин, я как будто бы за зоной нахожусь. В Побыгале, типа того. Блять, как грызет эта хуйня. Сука, короче, пошли вперед. Время тратить не стоит. А, нет, там наверху что-то есть, сука. Ой, жадность меня погубит в этой игре, погубит. О, фолиант, заебись. О! Чем богат. Если родной, то точно нет. Спасибо большое, спасибо от души. Ценю, очень ценю. Опа. Ну прям стоит запилить гайд на эту игру, точно. Бля, надо бежать. Не стоит тупить. Пожалуйста, пожалуйста, снимите проклятие, снимите проклятие. У меня проблема. А, говно. Спасибо, поднял настроение. А, блин. Ладненько, я побежал. Повер по Бэха. Всего доброго. Давай.
С новой системой, кстати, там вообще охуенно теперь. Неожиданно для себя я открыл, что я танк, нежели чем ДД в игре Овере. Это было весьма неожиданно. Два да, два эта тема. И что самое больше заставляет то, что там рейтинги на каждую роль разные. Это просто вишенка на торте. Это, скорее всего, и есть сам торт. Чуть ли не. Рейтинг на каждую свою отдельную роль. У тебя своя команда. Охуенно. А рейтинг какой? Иногда раздражает невозможность поменяться с тем, кто не справляется. Это да. Но, блин. Если человек не справляется со своей работой на той или иной роли, то ему стоит просто попробовать другую роль. Ловал Magic. Блин, я смогу как-то с вами сыграть, если начну убивать. Точнее, поднимать. Блин, в этой игре только об убийствах и думаешь. На мейнаке. У меня платина. По крайней мере, пока что на танке. На танке... у меня на танке 2400, на ДД 2200 и на саппорте 2200. Ну, типа такое. Не особо высокие. Ну а так, по умолчанию, я всегда на платине находился, и в первых сезонах вообще был на этом мастере, потом и на даймонде. Но потихо начал скатываться вниз от того, что игра начала меня потихо разочаровывать. Но все же играл в нее. Ну неплохо, можно скатать как-нибудь вместе. Буду следить за... если будешь стримить овер. Окей. Договорились. Снимите это ёбаное проклятие. Давай. Не буду задерживать. Цепь жителей пустоши. Нихуя, это что, оружие ближнего боя? Это что такое, нахуй? О, это прям кнут? Блять. О, нихуя себе. Вот это тема. Блин, эту цепь теперь качать. Блин, круто. Чистые пески.
Чё, кости хавает? Тупо костяшки. Знать. Хороший. 10 куплю. И себя. Так, Есть все, что нужно. что я хотел сделать? Так. Пожалуй, я все-таки так авантюристскую одежду одену. Он как-то больше не прельщает. Шанс выпадения, блин, чересчур важно. Ресурсы нужны. Особенно лом. Так, найс. Нелегко было. О, что это тут у нас? Данжи начинает, кстати, потихо повторяться по своей структуре. Нет охотника. Повышает эффективную дальность всего огнестрельного оружия. А, ничего себе. Ну, давай-ка я тут... Камень черного солнца возьму. Так. Вот тебя я... На нахуй. Минет, спасибо за фоллоу. Спасибо за подписку. Ебать. Нихуя, это было неожиданно. Найс. Справился. Да ладно, нихуя. Симулятор. Пиздец. Просто самый редкий предмет, мне кажется, в этой игре. У меня только 2 симулятора вообще за всю игру. А играю я уже довольно-таки долго.
Вот тут я их заставляю лежать. Черт. Блять, больно. О, найс. Нелегко было. Это да. Так. Добычка прокачает до 20, до 19, наверное, и все. Хотя... Не знаю даже. Мне все время кажется, что мне мало лома. Ну, какие места я пропустил? Нифига себе. Так, а что тут внизу? Угу. Кованое железо, тяжелая вода. О, сундук. Лом. Неплохое количество лома. Хм. Блин. Так, хорошо. Блин, может этот модификатор вообще поменять? Я им так не, ну, вообще практически не пользуюсь. Иммунитет к урону. Типа. Ебать, 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 ебать. Блин, охуенный цеп. Ебите его на. Они пошли дальше охотиться. Найс.
Отличные ребята. Прям любят свою работу. Они как мисиксы. Появляются, помогают и умирают. Ой, блядь. Меня немного удивило. Блин, я думал, он взорвется. Нелегко было. Так. Угу, понял. Ускорение дает. О, наконец-то. Блин, этот данж мне казался, блин, очень длинным. Сейчас интересно, будет нормальный босс или чё? Или опять какая-то херня? Ну сейчас по-любому должен быть нормальный босс. Штопор. Ого. Ну это да. Уже пахнет мощной дракой. Так. Блять, вот не ожидал. Настолько огромного босса.
Блять, 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 блять. А, бля, бля, бля. Ебать. The fuck? Вот он сейчас за меня за серьезно взялся. О, блядь. Ебать. Мать твою. Бля, вот это плохо.
Сука. Я даже слегка вспотел. Восстановление. Воющий ключ. О, нихуя мне тут. Все, добытчик на максимум. Так. Хотя. Подожди-ка, что там еще у меня появилось? Рюкзак. Материалы. Воющий ключ. Защитный кристалл. А-а-а. Так. Окей. И... Угу. Угу. А, этот огнемет, он... Нихуя себе. О, мощное оружие. Найс. Оружие будет новое. Ага. Понятно. Теперь, можно сказать, я тут все исследовал. Нужны ведь? Давай. До встречи. Давай. Что еще? Ну ладно. Раскалыватель миров. Заряжен. Ага, иди уже. Нихуя. Эй, бродяга. 111 кованого железа. Ебануться. Так. Ну а денег не хватает, нихуя. Впервые такое. При сознании, чтобы мне денег не хватило. Так. Ну, точнее, при улучшении. Так.
Жестко. Нужны вещи. Так. Чего у меня овер до хера? Не, ну это продавать вообще нельзя. Ладно, пойдем фармить. Ну как фармить? Оно и так нафармится по ходу прохождения. Так. Блин, неплохой молот. А цепочка тоже хорошая. Бей и беги. Так, хорошо. Инхотеп, инхотеп. Ну что ж. Надеюсь, этот безумный король меня порадует. Оу, yeah. Во, ворота открываются. Эпичненько. Тут нет каких сундуков, ничего нет? Ну ладно. Пошли. О, серьезный кристалл. Так. Так, насчет этого... Насчет этой модификации. Так, так, так. Тут надо брать огненные. Ну и все, в принципе. Зал бессмертного короля. Дружественный, пока что. Так. Блин, ну вы ублюдский шлем. Черт, надо бы его поменять. Ах ты нихуя ты какой. Если шепот не врет, твой путь был долг и труден. Итак, бродяга, зачем, по-твоему, ты здесь? Я слышу о нем, хоть он никогда и не искал встречи с ним. Какая жалость. Он тратил свое время, общаясь с глупыми Акари. А ведь мог учиться у того, кто прожил столетия. Например, я знаю, что тебе нужно. Сомневаюсь. Дитя, я веками размышлял об истинной природе вещей. Я видел
вы зовете его корнем. Хм. Это нас роднит. Они настоящий враг. Ты ищешь спасения, и у меня есть ключ. Взорвать Он всех нахуй, да? отправит тебя никуда ты пожелаешь, а куда нужно. Ключ знает, что тебе нужно лучше тебя. Ну, отдай. Ничто не достается легко, человек. Я стал бессмертным не просто так. Предупреждаю, ключ опасен. Многие из-за него встретили смерть. В любом случае, я предлагаю сделку. Честный обмен. Вот он мир, живой и нетронутый Гуари, но заполненный порченными созданиями. Кроме того, его жители боготворят одного зверя. Принеси мне его сердце. Стражи, что ли? Вы никогда не получите сердце зверя. Красивое дитя, как ты надеешься победить бессмертного? Ко мне, мои выр, нарушитель в нашем доме. О, блядь. Говно. Сердце у тебя. Надеюсь, ты намереваешься это спеси ко мне, нарушить. Да мать. Сердце, надеюсь, ты намерена это просто. Спеси ко мне, нарушить.
Как же тут до хера всякой срани. Сердце. Надеюсь, что ж. Войди в портал. Блять. Я не хотел, сука. Сердце. Это... Спасибо. Ко мне, нарушитель. Фак. Сердце. Это про... Спись. Ко мне, нарушитель. Блин, наконец. Сердце. Это просто невыносимо. Спесиво. Ко мне, нарушитель.
Сволочь. Сердце. Это просто. Спеси ко мне, нарушитель. Сердце. Это просто. Спеси ко мне, нарушитель. Да, блять. Бля, в натуре единственный, пожалуй. Босс, который дал мне прикурить. Пиздец, как дает прикурить. Сердце. Это что ж? Сердце. Это спеси ко мне, нарушитель.
Хм. Сердце у тебя. Это про... Спеси ко мне, нарушить. Сердце. Вопросы ведь. О, я неясно выразился. Зверь хранит их мир, подобно нашему стражу. У нашего мира нет страха, и ты лучше других знаешь. С восстановлением планеты шанс, что сердце зверя. Однажды я уже спас этот мир с помощью священного огня. Второй такой раз мир не перенесет. Без стража все в этом мире ни к чему изображать наивность. А, понятно. Да, без стража они будут беззащитны. Выживает сильней, тебе никогда это просто... Спеси ко мне, нарушитель! Так.
Блять, этот мудак вот это... Сердце. Вопрос у нашего и тылу сердце зверь однажды без стража. Жидкость питает меня, как и прежде. Оно мое и только мое. Уверен, ты понимаешь. Скверно, паразит, как вирусы, поглощают все, что могут. Они эффективны, как и в любой другой мир. Был создан разлом. Полагаю, то же самое случилось и с твоим миром. Корень беспощаден и, как правило, не слишком оригинал. Сомнений. Сердце. Это просто список. А мне нарушить.
Бля. Да, сложно. Блин, мне кажется, Рутони тупит. Сейчас, ребята, строю. Да, единственное, что я понял, надо сначала всех миньонов ебашить. Сэм, это спись. Ко мне, нарушитель! Блять. Ебать, ты гонишь нахуй. Сука. Батин хуярит, конечно. Так, тут... Хотя только так, наверное. Так. Блин. Бафы скоро кончатся. Сердце. Это просто спесивый.
Нарушитель. Жесть, эти ребят мне патроны экономят. О боже мой. Ебать, я близко. Что? Погоди-ка. Я что-то сволочь убил. Ах ты сука. Ладно. Потанцуем. Сердце. Еще. Это про... Список. Ко мне. Нарушитель.
блядь. Как ты заебал. Чем же его тогда, блядь, убивать-то? Может тогда тут модификатор поменяем на этот. На повышенный шанс крит урона. Единственное, что приходит нормально в голову. Сердце. Это спеси. Ко мне нарушить. Оп. Ну тут я уже, блядь, просто въебал. Никуда мог уйти вообще. Никуда. Тупо безвыходное положение было. Ну а так этот мод, он хороший. Так. Сэр, это спись. Ко мне нарушить. Давай, давай, давай. Блять, это как на... С этого угла надо уходить быстро.
Нихуя себе урон. Как его убить-то? Наверняка его можно убить. Сердце. Это просто. Спеси ко мне нарушить. Да бля, заебал нахуй. Уёбок ебаный. Нихуя мне повезло сейчас. Ну я труп. Ах ты ебаный пекар, блядь. Сердце. Это просто. Спеси. Бля, вот этот Dark Souls действительно начался.
Сука, вот этот трай был хорош, но я его пиздец проебал. Скорость перезарядки. Сердце. Это спаси. Ко мне, наруши. Ебать, я его убил. Да ну нахуй. Я думал, это невозможно. В какой-то момент. Нихуя. Мать твою. Бля. Блядь, стоит отдать ему должное, он был хорош.
Он был, сука, хорош. Бля, мощное оружие можно сделать. Класс. Блин, у меня же, сука. У меня нету лома. Лома нету. А нет, есть, нихуя. Ну-ка. Ну-ка, что за оружие? Что еще? Ну ладно. Опустошитель. Бессмертие. После смерти заклинать возродиться. Жестко. Ага, иди уже. Нихуя читерское оружие. Что тебе нужно? Черт. Береги себя. Йоу. Да, это круто. Блин, какой же он охуенный.
Нелегко было. Два, два, 8. Ну-ка, ну-ка. Бля. Нелегко было. Вот это да. Ауч.
Мне что, типа, было мало одного бессмертного? Ебать. Вот и они. Жесть, он кучно бьет. Бля, вот тебя здесь не хватало. Вот и да. Теперь уж точно хардкор пошел. Хардкор пошел. Так. Ах ты, блядь. Нелегко было. Угу. Блин, один успел. На, блядь.
Так. Долбаное болото. Хрен пойми, куда идти. Иду ли я сейчас по сюжету или к какому-то данжу? Тоже хер угадаешь. Блять, их двое еще. Ну, вперед. Я обалдею с этой твари. Справился. Так, на всякий случай. Ключ лабиринта, нихуя. Нужны вещички? До встречи. Чем могу? Только лучше. Удачи.
бродяга. Хм. Конечно. Эй, бродяга. Пока. Ну-ка, ну-ка. С возвращением. Я древнее чудо. Хотя... Значит, у меня всегда Береги себя. Хм. Так, может быть, пойти к началу этой локации, к женщине, и сказать ей то, что король мертв? Добрый вам встреч. Он правит и врата закрыты снизопад. Доброго вам пути. Ну ладно.
Пока неприятности.
Нелегко было. Не говори. Нихуя себе. Класс. Еще неприятности. Справимся. Да блять.
Отстань ты от меня со своей Эй, болтовней. бродяг, что тебе? Береги себя. Класс. Еще не Они наступают.
Бля. Что теперь? Нелегко было. Черт.
О, мать твою. Нелегко было. О, амулет мясника. О, блядь, слава богу.
Бля. Ух, нихуя себе. Привет, Старк. Игра прикольная. Уже дошел до болота. Видимо, тут тупо напряженный момент. Но игра и по сложности хороша, если чё. Сука, сердце нечисто. Ну да. Типа очень сложная игра, если так, то годнота. Да, но смотри, вначале типа кажется, что игра в принципе легкая, да. Но потом ты начнешь потихо охреневать от тех или иных моментов в игре. Все зависит от того, как ты прокачаешься и так далее. Ну, вот я, в принципе, в начале, ну, как я считаю, нормально прокачался. В принципе, разумно сложил очки талантов. И под этого, ну, это как-то сыграл свою роль. Если ты будешь играть в эту игру, советую особо не заморачиваться по поводу... Здравствуй, дорогой зритель. Добро пожаловать. Спасибо за фоллоу, Старк. Рекомендую особо не заморачиваться по поводу того, кого ты будешь делать. Ну, то есть, ты пройдешь пролог, и тебе дадут снаряжение. При выборе снаряжения это будет выглядеть так, как будто ты выбираешь класс героя. На самом деле это не так. Ты будешь выбирать всего лишь начальный билд героя. Эта игра, в принципе, схожа с Dark Souls с тем, что ты главного героя делаешь сам. Он тебе изначально не предрешенный какой-то, ну такой. Не по какой-то там уже сделанной схеме пойдет.
И так вот, типа, дальше. Допустим, ты делаешь... выберешь билд танка, и ты, типа, дальше пойдешь только танком. Это не так. Ты просто вначале получишь на халяву шмотки те или иные, оружие и модификатор. Модификатор — это такая херня, которая стоит на каждом оружии. Вот, допустим, у меня сейчас этих модификаторов дохерищи. Вначале я стал брать Искупителя, по-моему, или как он там называется. Это типа местный саппорт. У него модификатор заточен под хилку. Тут навыки, они используются непосредством, допустим, ты использовал, да, и идет какой-то кулдаун. Нет, тут надо прям типа стакать, прям убивать, наносить урон, и тогда у тебя будет модификатор заполняться, и только тогда ты сможешь использовать активный навык. И это как бы важно знать. Я вообще хочу гайд какой-то выложить по этой игре. Это будет, кстати, мой первый гайд вообще. Было бы прикольно. Ну, коротко говоря, в начале игры рекомендую брать Искупителя. И увеличивать урон пистолета, скорострельного пистолета. Самый первый начальный пистолет. Потому что у него патронов всегда много. Просто всегда много. Так, блять, а тут что-то стрёмно. И знаешь что? Вот эта вот локация, в которой я нахожусь, это самая сложная локация за всю игру вообще. Я вот в Курсусе нахожусь. Это просто пипец, какая жопа боль место. Я за всю игру так не охреневал, как здесь. Потому что здесь неприятели очень неприятные. А вот этих вообще я впервые вижу. А, они в этих мудаков превращаются. О, так. На самом деле, я, по-моему, здесь чисто ради прокачки в этой локации и просто убивать местных боссов. Вся эта огромная локация — это по типу огромного данжа, насколько я сейчас понимаю. Потому что я отказал в выполнении квеста. Это что за хуйня? Я отказал в выполнении квеста Безумному Королю. И убил его. А он просил меня достать из этого мира, блин, сердце стража этого мира. Мать твою, что это за хуйня? Черт.
Ну и пацаны тут пошли, конечно. Да. Если что, спрашивай, я тебе отвечу. Из того, что я знаю, постараюсь тебе ответить. Можно не только по игре вопросы задавать. Это так, к слову. О, наверху какая-то хрень. Блин, это, пожалуй, действительно приятная в плане лутания игра за столь долгое время. Мне прям не кажется, что я занимаюсь какой-то бесполезной хуйней. Ну, когда я вот лутаюсь. А то, что это, да, необходимая херня, или не то, что необходимая, а полезная херня. Можно, конечно, не лутать и так далее. Этому никто не принуждает. Тут как такового среди монстров автолевелинга нету и так далее. Тут все монстры, кстати, одного уровня или типа того. То есть, как мне показалось, они... Реген. А вот есть тут аномалии. Аномалии... Ну, аномалии, как вот в своем привычном понимании нет. Тут ничего такого, по-моему, не было. Ну как? То есть это прям как сталкер. И типа какие-то аномалии там плавают и так далее. Тут немного другая тема. Тут так стрекочет. Хреново. Тут монстры. Все эти твари, они все по-разному жесткие. И стрёмные. Найс. Блин, можно сказать, его по стелсу убил. Ё-моё, какая огромная локация. Пипец. Тут есть всякие разные локации, данжи, и их стоит всегда стоит зачищать до конца. Обычно как это бывает? Заходишь в данж, сначала следует длинный уровень с мопсами, до хера этих всяких разных чудовищ, а потом идет босс, заключительная часть данжа. И оно, по сути, разное. Не обязательно там должен быть какой-то босс всегда. Иногда бывает там нечто иное. Одно из самых топовых оружий вот как раз таки находишь в одном из таких данжей. Все данжи, они приносят до хера всякого интересного оружия. Например, я вот в одном из таких данжей нашел пулемет Томпсона. Пулемет Томпсона пипец. Офигенное оружие. Просто очень хорошее. Но я убил одного босса, и с него я смог создать вот такое вот оружие. Это опустошитель. Пожалуй, один из самых клевых оружий в этой игре, потому что когда ее модификатор
ты вот качаешь полностью, тогда ты становишься бессмертным. Ну, то есть, ты можешь один раз умереть. Красота. Ты можешь один раз умереть в игре, где умирать приходится часто. Так, ладно, давай постреляем. И оно просто дьявольски точно. Справился. Блин, кстати, это одна из первых игр, где призывать монстров действительно полезно, как я считаю. Ну, в которой я играл, по крайней мере. Блин, просто от ганнибалов. А ты охотник? Нет, я играю за искупителя. Точнее, изначально выбрал искупителя. Потом можешь легко сделать из себя охотника. Пиздить эту хуйню мелкую. Ага. Конечно, и охотник выглядит интересно. Ну, то есть, такой типичный, типа ДД. Просто... Так, сейчас. В чем прикол этого охотника? В принципе, хороший начальный билд. Он получается такой, вот покров охотника. То есть, допустим, полный сет охотника, это 3 предмета, полный сет. Он дает плюс 25 урона по уязвимым местам. То есть, голова, там, туловище, ну там есть всякие разные уязвимые места у монстров. Если ты по ним стреляешь, то там наносится повышенный урон. И это хорошо на самом деле. Но... Мне как-то больше привлек, наверное, ну, больше привлек вот сектантский сет искупителя. Вот такой он. Потому что у него есть плюс 50 к заряду модификатору. То есть как бы не так уж и как бы круто, да, на самом деле, но он по умолчанию кажется мне круче все равно. Как бы, не знаю. Полезнее, мне кажется, ничего другого как бы поначалу и нет. Но все же, мне кажется, лучше стоит брать охотника все же. Мне кажется, сначала охотника надо брать. Если так подумать, в самом начале охотника брать и прокачивать
до максимума из возможных поначалу этих скорострельный пистолет. Да, на самом деле лучше так делать. Потому что потом, только потом могут понадобиться вот эти модификаторы. А в начале игры там очень сильно важен только урон, который ты наносишь. А хорошие модификаторы не сразу достаются. Но что хорошо у Искупителя, да? У него двустволка есть. Дробовик, который имеет 2 заряда. Неплохой урон наносит. Практически всех мопсов в начале он ваншоты. Так, что это у нас? Йога, Дарон, Накко. Всех их забрала эта женщина искала. Один за другим они менялись, начали твердить о просвещении и гармонии, разделении бремени, затем тоже присоединились к искалу. Они перестали быть собой, почти ничего не говорят. И если раскрывают рот, то несут какой-то бред, словно находятся под действием наркотика. Женщина уверяет меня, что они обрели покой, присоединились к единому разуму, нашли цели. А еще она заманивает меня на их встречи. Я не стану к ним присоединяться, я ей не доверяю. Все, кто последовал за ней, покинули свой дом. Деревня практически заброшена, а тем из нас, кто воспротивился женщине, жить стало труднее, чем когда-либо. Интересно, неужели этим клоном искала не нужно питаться? Я хожу на ее встречи, не потому, что верю ей, а потому, что беспокоюсь о своих друзьях, о деревне. Она произносит какие-то бредовые мотивационные речи, не требует с нас платы ни за встречи, ни за присоединение к искалу. Может показаться, что она творит доброе дело, но я видела, что происходит с людьми. Боюсь, здесь творится что-то очень скверное. Они пропали. Його, Дарон, Наго. Они больше не появляются на встречах. Женщина говорит, что они отправились в духовный поиск, но я ей не верю. Искал ведь един, верно? Так зачем людям отправляться на какие-то путешествия? Что с ними стало? Деревне конец. Годда, владелец последнего магазина, на прошлой неделе присоединился к искалу, а вчера последние оставшиеся поля были разорены болотными тварями. Здесь больше невозможно жить. Большинство жителей сдались и присоединились к искалу. Некоторые, как и я, уходят, но нас слишком мало. Болотные твари стали смелее, и их число возросло. Сомневаюсь, что кто-то может добраться до соседней деревни. Но как выживает эта женщина-жрица искала? Я собираюсь это выяснить. Попробую найти своих друзей. Наверное, я погибну, но у меня все равно больше ничего не осталось. Твари. Они не... Это они. Они знают меня. Звали меня Миккан. Искал это... И она не закончила дневник. Она уже узнала что-то важное, и ее, видимо, убили. Зеленый лист. Что за срань? What the fuck? Снимает... эффект коррозии. Окей. Да, кстати, тут еще имеет очень даже большой смысл ломать посуду. Прозвучит бредово поначалу, но в них падают вот такие вот расходуемые предметы. Ну и самое важное, что падает с них, это лом. Это местные деньги. Старк с первым уровнем. Поздравляю. О, я близко. Так, быстро. Валим. Как мне достало это болото. Кошмар. Просто ненавижу эту локацию. Почему в каждой игре обязательно должно быть болото? Серьезно. Какого хрена?
Угу. Так, будем улучшаться. Мана спящего. Когда-то земля была под защитой, но не стражей, а сила куда более могущественна, чем сам корень. Спящих, которых мы создали, мы считали их окнами, но они оказались дверями. Эй, бродяга. Дай меняться. Эй, бродяга. Пока. Приветствую. Чуточку возьму. Только лучше. Береги себя. Лечилки стоит брать, но в начальном этапе они не столь нужны. Достаточно Да отстань ты от меня. со драконьего своей сердца, болтовней. которое тебе дают. Погоди-ка. Да? А ты... Ну ладно. О, оружие можешь создать. Это оружие, видимо, от этого, от монстра, от босса, которого я убил. Мясник. Нечистый. Ага, иди уже. Мор. Ну-ка. Что это за оружие такое? Вертел. Стреляет большим шипом, который наносит 125 единиц урона, дает 300 процент дополнительного оглушающего урона, а также накладывает эффект кровотечения, который наносит... Они дохуя ли урона он наносит? Да отстань ты от меня со своей болтовней. А, это же модификатор такой. Ну, блин. Интересное оружие, конечно. Эй, бродяг. Конечно. Огнемет. Ну, блин. Прикольно, конечно. Оцинковое железо. Нифига себе. Так. Разрушитель миров. Так, прокачаю. Угу. Вот скорострельный пистолет. Самое начальное оружие. Неплохое, кстати. Так, броню давай-ка прокачаем теперь. Пока. Да отстань ты от меня со своей болтовней. У меня быстро отлетает от того, что броню не прокачивал. В каком-то мире. Сейчас получается в третьем их всего 6. Нихуя, их всего 6. Я думал, я пройду эту игру за один стрим, но... Ебать, я ошибался. Королева эльфов. Я в третьем мире. В Урсусе. Получается, наш мир, в котором изначально бегаешь, потом есть второй мир, это Ром, третий мир, это Корсус. Также есть мир Дриад, но я там еще не был. Но по сути, по сюжету сразу же должен был туда идти. После того, как убил бессмертного короля. Кстати, сражение с бессмертным королем самый трудный босс-файт, который был. Блять, какая же это отвратительная. Здравствуй, чужак. Ты не из этих краев. Скажи, откуда ты родом? Мне аж мурашки пошли от нее. Далекие края? И ты явно не из слабых. Искал, рад твоему визиту и твоей силе. Можно ли рассчитывать на последнее? В нашем мире, Корсусе, живет зверь великой силы. Страж. Нам нужно его сердце. Зачем оно вам? А в коллективной игре есть что-то подобное порталам в Диабло? Я в коллективную игру еще не играл, но из того, что я знаю,
Остальные игроки присоединяются к тому игроку, который создал игру. И они продолжают его, получается, его продолжает сюжет. Если же, допустим, я присоединюсь к кому-то, то я продолжу его сюжет. Ну, в таком духе идет. И, в принципе, такая вот фишка по типу. Ну, по-моему, можно передвигаться по одной локации, типа, разделившись. То есть зачистить ее можно таким образом быстрее, мне кажется. И еще самый большой плюс игры в группе в том, что вот, допустим, вот мы с тобой вместе играем, я где-то там брожу и лутаюсь, то тот лут, который я нахожу, он также попадает и тебе. Соответственно, то, что ты находишь, то сразу, получается, приходит и мне. Мне просто контент, если вот пройдем мою игру, а что дальше? А вот это я не знаю. Свои мотивы мы оставим при себе. Искал богат. Никто не предложит лучшие награды. Что скажешь? Искал богат. Пока нет. Но мы не теряем надежды. А мне можно ее убить? Что ты хочешь знать? Она поработила местных людей. Когда служишь Искалу, имена не важны. Все мы единое целое. Можешь считать меня королевой, но это не совсем так. Искал связывает нас. Мы едины сердцем, разумом и духом. Нам не нужны технологии. Искал дарит нам гармонию и просвещение. Общая цель дает нам силу. Искал радушно принимает каждого. Это любопытный вопрос, чужак. Ключ к Искалу — Викс-червь. Благодаря ему Викс-червь? мы связаны в единое целое. Позволь ему заполнить твою хрупкую оболочку, поглотить страхи, волнение. Пойдем убивать червя. Пока на их месте не остается один лишь Искал. А можно ли я так наебать жестко и пойти к червю этому? О да, чужак. Возможно, когда-нибудь и ты станешь частью Искала. Мы рады слышать. А, она еще товар продает. Ух ты, смотри, божественный нектар повышает эффективность брони на 10. А, да ну. О, коса еще какая-то. Да ладно. Да хранит тебя Искал. Ну. Вот, Лёг, куда же ты летишь? Черт. Викс Черри, значит, да? Наверняка он где-то рядом. Подойди, чужак. Да я только отошел. А, закрыто с другой стороны. Ладно, пойдем. Туда. Блин, всю деревню поработила это сумасшедшая. Ну что, ребята, за работу. Обожаю этих мелких ублюдков. Блин, ну ты дал.
Вот это вот модификатор. Я просто возродился. Капец имбовый модификатор, обожаю. Так. Погоди-ка, а обжора что дает? Скорость использования. А, блин. Вот это важная херня. А то я часто отлетал от того, что он медленно пьет. Так. Ну то наверх подняться-то. По-моему. Да. Тот мудак, который тревогу может поднять. О, вижу его. Бля, быстро беги, 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 беги. Бля, он уже успел прозвать. Сразу двоих за столь короткое время. Охренеть, сколько он сможет призвать, если будет долго стоять верещать. Наверное, просто тупо орду призовет. Так. Ага. Найс. Хорошо. Так, что тут у нас еще есть? На удивление все. Как же лень разбивать эти ящики. Ну, из этого оружия, которое у меня есть, уж точно лень. Был бы у меня сейчас на руках пулемет Томпсона, в принципе, было бы удобно. Но опустошитель как-то лучше. В плане своего модификатора. Ну и урон неплохой. Так. Наконец-то. Это, видимо, данж. Тут, видимо, боссом будет Викс-червь. Ни хрена себе. Ублюдки с огнестрелом. Это сильно. Никуда не пропали.
твою. Стрёмные же твари. Вот это вот как раз таки те ребята, которые стали единым с скалом. Это вот они? Те, которые обрели гармонию. Не. Но из гармонии, конечно. Мать твою, это что за хуйня? Ни хрена, че этот урод может. О, мать твою. Пиздец. Охренеть, он огромный. И это не босс. Ублюдок, мать твою. Так. Мгм. Ага. О, я подумал, знаете о чем? А что если один из игроков купит какой-нибудь шмот, то этот шмот также появится у всех остальных или нет? Вот это вот интересно мне. Как это будет работать?
Ну, наверняка не один. Ай, блядь. Вот это попадос. Сука, че они такие толстые? Блять. Ублюдок. Нелегко было. Нифига себе. Блять. Справился. Или как?
Да ну нахуй. Блять. Нету? Патронов нету. Ебануться. О, сука. Да ты нахуй шутишь, блядь. Справился. Бля, когда же конец этого данжа? Нахуй он такой длинный.
О, это что? Жирающее кольцо. Так. Физически ударит. Нихуя. Это же можно ваншотнуть прям босса какого-нибудь. С помощью этого кольца. Ну и снайперской винтовки какой-нибудь. Ублюдок, мать твою. Так. Любопытно. Да, мать твою. Блин, тут и дальше такие ублюдские, пиздец. Эти монстры вообще жопа. Ага. Что за хрень? Что это за херня? Тут, походу, Векс червь будет. Его уебем. И освободим этот мир. Я так думаю. Нормально, 7000 лома. Эй, бродяга. Эй, бродяга. До встречи. Так, Привет. немного хил купим. Удачи. Коррозия сильно бьет по броне. Иди уже. Так, броня. Угу. Все, круть. Может, стоит прокачать вот эту броню. Она супер крутая в плане своих эффектов. Типа для босс-файтов. До встречи. Ладно, пойдем. Окей.
Погнали. Что? Ну как же мои бессмертия? Понеслась. Сука. Справился. Неплохо. Я даже слегка вспотел. Катализатор? Ну, м,
Ничего. Я думаю, хоть что-то будет. Ни одного ящика? Ё-моё. Ну же, мы желаем говорить. Приветствуем. Что ты хочешь знать? Мы рады. Возвращайся, луч. Лучик. Да? Ну, давай глянем. У меня полно работы. Что-то нужно? Мгм. До встречи. Ни хрена себе. Нужны ведь. До встречи.
Нелегко было.
Харский дебют. Hayatımın işini bitireceğim. Ни за что. Так. Так, мы забавы ради пошли в драгоценную луну, чтобы потом было что рассказать о придурках, которым промыли мозги и об этом искали. Думаю, Микан и остальные получили то, зачем приходили, но я почувствовал что-то. Она говорила со мной так, словно знала меня, знала мои проблемы, мои заботы, не нужно справляться совсем одиночку, сказала она. Верно, друзья помогут в трудную минуту, но друзья никогда не станут частью тебя. Как она права, как бы близки мы не были, она никогда не понимала меня. Не думаю, что они вообще на это способны. А она способна, по крайней мере, в это я верю. Сегодня вечером я снова приду, остальным говорить не стану. Не хочу снова этих насмешек Дарон опять себе на уме, или что-то в этом роде. Не понять, даже мне самому пока трудно это понять. Всяких таких ребяток искал. Приносили, вербовали и в зомбаков превращали. Нормальная тема.
Нифига себе. Ты как тут оказался? Блин, вот тебя не хватало точно. Ебануться. Урод вонючий. Блять. Опять да ну, через всю эту толпу опять идти. Ёбнуться нахуй. Охуеть. Блять, косая моя жопа. Да ёбаный рот. Так, ладно. Будем действовать иначе. Будем действовать агрессивнее. Вот и они. Пока. Так. Ни хрена себе, он беспалевный. Если бы он не зашумел, я бы его вообще не заметил никогда. Так. Пойдем на сердце по этой стороне. Ну, про это я забыл. Ах ты ублюдок вонючий.
Так. Справился. Яичница, да? Яичница, да? Ага. Нелегко было.
Так. Блин, а я смогу пробежать просто вперед? Ну, блин, оказывается, только сюда. Нормально. Ну, погнали. Ну, слава тебе, блядь, господи. Сразу босс, ну, слава богу. Чё? What the fuck is this? Мать твою! Лол.
Ёбан. Ну давай, сволочь.
Офигеть. Снова с этим оружием. Блядь, дерьмо. Ай, ёп.
блядь, да ёбаная, сука. Я хуею. Ну, теперь придется вернуться в цитадель. Точнее, блок. Чем могу? Давай глянем. Удачного пути. Как дела? До встречи. Что еще? Ну ладно. У меня полно работы. Что-то нужно? Что тебе нужно? Так. Угу. Береги себя. Ну я ему сейчас, сука, устрою. Так. Блять, ёбана.
Ебать! Уродование. Блять. О, сука. Сердце стража. Найс. Камень роя. Бонус к шансу критического урона. Нихуя, вот это вот надо точно качать. Ебануться. Так, сердце, если я отдам. Вот и вот жужжащие твари. Что интересно тогда? Блин, этот мир и так по пизде пошел полнейший. Ром тоже пошел по пизде. Тут нет нормального мира практически. Ни в одном из миров нет ничего хорошего практически. По крайней мере, из тех, что я был. В Корсусе, Роме, везде смерть.
закаленное железо. Летающие танки. Круто. Подойди, чужак. Отдай бессмертному королю. Отдать этой бабе. У тебя получилось. Искал наблюдал. Страж мертв. Ты отдашь нам его сердце? Мы будем в вечном долгу. Мы были бы рады поведать, но наши мотивы мы храним в тайне. У меня нет сердца, мне жаль. Нам тоже жаль, но мы не теряем надежды. Возвращайся к нам, если добудешь сердце. Тебя ждет щедрая награда. Мы любим. Мы рады. Мы будем наблюдать. Блин, каково будет последствия, если я отдам ей камень? Это вот страшнее всего. Пусть знает, какие там последствия будут. Так, сердце стражи, допустим. А если ей дать? Корень чует перемены. Но это ты и так знаешь. Чем теперь спрашивай? Хорошо. Медика? Ступай осторожно, дитя. Вестник снова здесь. Удалось добыть. Жизнь дорогого стоит, дитя. Вестник снова. Это все, что я могу. Жизнь дорогого стоит, дитя. Как дела? До встречи. Рад тебя видеть. Блин, что я смогу сделать с этим сердцем? Сдать ее королеве или нет? Ладно, попробую отдать ей. Приветствую тебя. Приветствую. Задавай. У тебя получилось. Ты отдашь нам? Да. Да. Спасибо тебе, чужак. Ты навсегда в наших сердцах. А вот и обещанная награда. Что ты хочешь знать? Возвращайся, луч. Так, блин.
Жесть. Подойди. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Просто проверю выстрел. На ком-нибудь типа него. Я себе! Черт. Следующий! Следующий! Ну, в принципе, это прикольно. Так. Твою убить нельзя? Ну же, мы желаем говорить с тобой. Приветствую. Задавай. Мы рады слышать. Да хранит тебя Искал. Блин, прикольно, ладно. Так-то мощный арбалет на самом деле. Пипец какой мощный. На него бы еще что-нибудь по типу вот этой вот херни поставить. Красиво. Ладно. Короче, пошли в лабиринт. Подожди. Это телепорт обычный. С помощью него я попаду на верхний этаж, и там портал, ведущий в болото. Так. Ну. Так. Я знаю, что мне туда надо идти, но я не стану туда идти. Или... Хотя погоди, тут же другие порталы еще есть. Но они почему-то закрыты. Их нету. Блин, ладно. Придется к фаунам идти. Идем к фаунам. Ни разу там не был. Найти след основателя.
Ну тут, в принципе, красиво, да. Вот уж не думал, что увижу их. Стабильность еще есть. Ну, вот цинковое железо, нихуя. Нормально. Блин, я... Чё-то легко. Нелегко было.
Блин, тут довольно-таки реально приятно. Враги не такие стрёмные. И вообще как-то тут легенько. Лайтовый такой мирок. Так, что здесь у нас? Угу. Похоже на данж. Да. И весьма неплохой данж. Так. Нахуй, сука, ублюдки. Блин, стрелять полюбили. Храм Разорителя.
Прям по стелсу убиваю. О, предмет. Ага. Черт тебя возьми. Блин, ребят, чё до хера? Блин, а хорош. Мать твою, мать твою. Так, ладно. Хорош играться в индейцев. Пора побыть ковбоем. Давай. Так, ну арбалет, конечно, прикольный. Ебать, это кто? Че, он застрял, что ли? Он чё? Выстрелил с арбалета, убил своего этого. Блин, офигенно. Как же я обожаю эту игру. Нелегко было. За такие моменты. Так, что это за хрень? Камень баланса. Ну-ка, ну-ка. Повышает урон в дальнем и ближнем бою. Определенно беру. Так. Цинковое железо. Отлично. Блин, вот это я случайно в того попал, конечно. Так, видимо, этот чел любит постоять на месте. Не знаю, то ли он баганул, то ли чё. Короче, мало багнутый персонаж в этой игре. Ну, хотя бы копии метает. Иногда. Нелегко было. Не сказал бы. Эфирный шар. Это что за хуя? Снимает эффект перегрузки. Повышает сопротивление электричества. Электричество. Опаньки. Они что, электричеством будут бить еще? Это, блин...
Интересно. Вот только как они это будут делать? Я пока не имею ни малейшего представления. Так, вот это я, пожалуй, тогда уберу. Вот этот ствол я не возьму тогда. Как эта хрень работает, сейчас посмотрим. Вот этот вот мор утопия. Так. По какой веселый парень. Да. Сука. Ты куда, братишка? Ни хрена себе! Это что за срань? Да ладно. Интересная хрень. Блин, вот это вот оружие пошли. Интересное. Черт, да этот арбалет надо качать, мне кажется. Так, ну-ка. На, ёптить. О, блин. Ауч. Неплохо. Нелегко было. Так. Ага, сундуки есть. Это радует. Оцинковое железо вообще. А, нет. Блин, мне оцинковое железо надо. Чем больше, тем лучше. Вот оно. Отлично. Так, ну эта броня сейчас для меня вообще бесполезна. Так. Шапка сектанта. Так вот лучше. Шанс выпадения предметов плюс 20%. И модификатор будет заряжаться быстрее благодаря этой шляпе. Если будет крит выпадать, это охуительно. Ой, блядь. Вот сука. Незаметно.
Ну, блин, наконец-то, мать твою. Убираемся отсюда. Так. Интересно, тут босс или что это будет, интересно. Угу. Ну, судя по всему, здесь будет что-то наподобие босса. Святилище мученика. Или нет? Ничего. Но судя по всему, реально будет босс. Стоит не открыть дверь, он появится. Пережить осаду? Блять, ёбаный. А я так надеялся на босса. Мать ты. Да блин, ну хули ты застрял? Ёбаный лыж ландшафт меня убил. Так. Ничего, винтовка. Так. Модификатор. Пожалуй, вот этих ребят надо. Да ёбаный.
Да мать твою. Пуль так долго. Да ладно. Так, а ты... О, это... О. Головной убор старейшины. Нифига. Все, пиздец и круто. Доброволец. Справился. Ого. Здесь друзья живут? Или чё? Факультек. Воистину, я счастливейший из фавнов. Я не играю музыку, я сею ее, чтобы она дала всходы.
Все для чего-то нужно, так? Разве не ясно, чтобы играть? Мои возможности скромны. Ветер слышит по культе. Факультек. Справился.
Хм. Нужны вещички? Береги себя. Что? Ну ладно. О, Ага, иди уже. о. Простите? Береги себя. Танчик. Матросы.
Так, а кто враг? Нелегко. Хм. Говори, чужак, кому ты служишь? Никому не служу. Полагаю, это правда. Я знаю твой народ. Ты покультек. Ты чужак. Что ж, тогда будем друзьями. Покультек Форд нам помог. Только из-за него я говорю с тобой. Они пытаются выведать у Форда, как найти нас. Спасибо за сочувствие. Королева держит его в Зиккурате. Храм легко найти, но не Форда. Много кругов. Около сотни ваших лет. Знать заточила его людей в пещере. Они убили всех. По крайней мере, так мы думали. Я нашла Форда вдали от пещеры. Вылечила и помогла вернуться домой. Хотела бы я сейчас ему помочь. Но им нужна я. Форд это понимает. Я была императорским стражем и вкусила плод жизни. Мне несколько сотен ваших лет. Хотя я ела плод очень давно, я все еще старею очень медленно. Да, он несколько раз возвращался и всегда помогал оружием и знаниями своего мира. Он сказал, что Америка много знает о восстаниях.
Последний раз он приходил 20 кругов назад. Сказал, что останется, будет жить, сражаться вместе с нами. Я была рада. Но знать поймала его и забрал. Это Навун. Она была императорским стражем. Теперь возглавляет восстание против знати. На самом деле мы боремся с бессмертными прародителями знатных родов. Ведь знать обманули. Императрица дала им долгую жизнь и заставила пойти против нас. Эти рабы, калькеты, просто жертвы. Они выросли, веря, что служат бессмертным, что все предрешено. Но бессмертие — это ложь. Древо, что дает жизнь, мертво. Пусть и не все это знают. Это долгая история. Долгие годы императрица контролирует знать с помощью Тейн, древа жизни. Плод Тейн дает бессмертие. Но что древо мертво, знают лишь приближенные императрицы. Знать догадывается об этом. Но пока они получают вожделенные плоды из запасов, они не задают лишних вопросов. Я знала это, презирала это, но продолжала служить. Бессмертие — это великий соблазн. Многие думают так же. Запасы сокращались. Знать жаловалась, а простые люди страдали. Я видела это и ничего не сделала. Чтобы успокоить знать, императрица обвинила деревню Ксока в краже. Меня отправили казнить жителей. Они были невиновны. Семьи, дети. В тот день я ушла от императрицы и с тех пор борюсь с ней. Я Эша хранит тебя. Капец, не страшно.
Буква, что ли? А. Время это довольно. Эй, надо бы побегать, побегать. Леген Кимбелер. Арбамленник возможностях одержал. Арбамленник возможностях эпикиюнь. Возможности же есть побегать. Есть же, да, есть. Побегать бы.
Охлобыстина звучит, да что? Ебать. Стой. Ну, давай глянь. Ага, иди уже. Конечно. Шарик гопник тут хангаради. До встречи. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Что еще? Ну ладно. У меня полно работы. Иди уже. Что тебе нужно? Так. До встречи. Раз. Раз. Чел какой-то. Вот и они.
Эти қарысқан шығайды да. Нелегко было.
Ну вот вот эти. Мгм. Баралом был вроде инда. А я... Нелегко было.
Кажется, у меня проблема. Нелегко было. Алло? Оу, оу. Идет. Это будет. Все? Ох, колелик. А. Куда? Это имя брата. Хорошо. Да. Ничего себе. Понятно. А? Что, блядь? Желтушного аспид? Пердаху. Да. О, так она вообще то желтуха того. О, не показывались. А так. Вообще. Нет его. Да, кормяна картоха вообще чуй. Нормальный кормяна. Надо бы, да. Мен тох страховой полем вообще хохта, арбадана. Диск это тохта хохта, меха. Шанс мен сейчас страховой полиса на руку надо. А? Аргоста. Нету, по-моему, ничего. Я что-то это найти не могу. Пашку дает ему бата. Лично, да. Майтон Маргада. Ох, он там доктор хаявта. А там доктор ген тох резюме потом. Тохтина это. Заберем эту компанию. Меню на ценах. Торгенте. Да, что-то такое. Нужны вещички. Пока. Поглощает малады. Иди уже. Что? У меня полно работы. Что-то нужно? Конечно.
Интересно. Пусто. Вот он насчет третьего я вообще не знаю. Даже предположить не могу, что это вообще может быть. Хотя тот, который второй, там Тора, то интимная костюм уже. А там, короче, лор сеген билдерлер. Онюлары, то теперь онюлары дикая восьмерка ден, Вэлтейт ден. Семейный рынок это каджута. Им популярный голос полбыта. Агая бремя. Онюлары дух, по-моему, никто не играет в него. А так, то-то. Дженнер интеллигентлер. Такачым, о. А так, юренем это. Угу. Да ё-моё, что такое? Ой, блядь. А? Мама? Эй. Тукна жарыттыны таршуланы хаястындын. Онна соустан тох. Парысханы тохтен арбыта. Аралхан барахсан ден ханрыктатта. Инта харысханы тохтен хаят. Харысхан Кырачан Үчүгей Агучан Дёкут Тугр. Что-то такое. А? Эй, mana bahna. Hayır. Bahını sokabilirim. Вот же, блин, сволочь.
Погоди-ка. Ладно, ничего нет. Пойдем. Да, они выжили сундуки. Оцинковое железо. Так. Вот она, ты. Со вчера покоя не дает текутук. Так. Модификатор, так. Ау. Нифига, куда я пришел, я понял. А как так? Ну нихуя себе. Приветствую, Покультяк. Мы снова говорим, но не слушаем. Мои возможности, Покультяк мудр, но это опасно. Так.
Блин, там еще код какой-то. Офигеть, блин. Так. Факультек. Так. Приветствую, Факультек. Желаю ему успеха. Погоди-ка. О-хо-хо-хо-хо! Я крут. Да. Сердце волка. Ничего себе. Приветствую, Пак. Мои возможности. Желаю ему успеха. Подожди-ка. Вот так вот. Взяли и сделали. Он показался на другую песничку.
Ну ладно, тут уже ничего не сделаешь. Сердце волка получил, и отлично. А, он там уже просто играет, а тут такое. Ясно. Так. Смотрителя я убил. Это же ужас. Так. Так.
Да вот дядя, а я тут. Ну, ладно. Такой. Нагадує таку роботу. А, да ладно, я мог так брать. Блять. Яшкин кот. Такой. Опаньки. А, подожди. Ага. О. Хе. Херня. Так. Ну все, отстрелялся.
Утюг-утюг. Идол мести. Угнаны. Ня. Ня. Ты что делаешь? Так. Они наступают. Да ты откуда взялся? Так. Блин, прямо с модельками и всем остальным. То, как он двигается, прям очень сильно напоминает Destiny. Прям что-то вдруг. Что-то я вдруг так начал думать. Ати-няти. Нелегко было.
Тюкой. Тюку-тюку. Ну, а то потом. О. О. Ого-го. Ого-го-го-го. О, баня. Береги себя. Да? Ну, давай глянем. У меня полно работы. Что-то нужно? Утю. А такой дядя. Береги себя. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Нянь. Ага. Привал, знаете.
Блять, сука. Hadi gıdık. Ne oldu Goya'ya da ya? Басмати. Нелегко было. Руки на месте, ноги на месте. О, нельзя. А вдруг я буду продавать видеокарту? А? О. А? Видеокарта, коробка-то. GeForce GTX. GTX.
А типа тить. Вот. Такая. Тюконя потеть. Вот это 3D. Справился. Тихо, потеть. Так это. Пойдем. Привет, Мартин.
Ну нихуя себе демон. Я только встал. Нормально. Тотемный отец. Блять, тотемный отец хорош. Прекращай. Блин. Ублюдок, мать твою. А? Другой. Одя. Сейчас, подождите. Подожди ты. Хайрган. Хайрган. Гитаргнанды. Сейчас, один момент. Блять, нихуя ты мразь.
Будь здорова. Блядство. Оу. Так это батты, что ли? Ай, блин. Блять.
Да ты О. Так. Ты ебанулся, блядь, сука. Охуеть. Ебатин рофлит. Просто, сука, пиздец. С арены меня выкинул, уёбок. Я в ахуе просто. Вот же гандон. Ты охуел? Он меня здесь достать решил? Это баг или... Что там стоит? Ах ты сука, блядь. Я не знал, что так можешь сразу 2 тотема ставить. Блядь, это дохуя чего меняет. Это вообще пиздец какой-то. Я думал сейчас забудет эту суку. Да, сука. Да ты охуел. Блять, как эта хуйня меня достала-то? Ах ты гандон, блять, пиздец. Там еще... Так. Сердце волка нахуй. Да, погоди, не то. Была же тут... Была же тут прикольная такая херня. Вот. Давай, сука. Покажи мне, что ты способен.
Тихо. Ах, сука. Не-не-не-не-не, прекращайте, блядь. Да ты заебал, мужик. Успокойся, блядь. Какой же ты гандон, блин, серьезный мужик. Господи. Идет за мной, блин, мудаков призывает. Постой. Ах ты, блядь. А, вот за что отвечает эта фигня. Красный это значит стрелковый, синий значит ближний бой, блин. А. Не надо было нихуя менять, короче, синий пускай остается. Пацаны ближнего боя намного проще даются. От дальников дохуя контроля идет. Дохуя урона. Да, блин, офигеть, так и есть. Где он? Нет, мудак. Мамочки. Блять. Какой же пегр. Ёбаный пегр. Он по сути легкий, но пиздец. Я может мне модификатор тупо поменять. Нет, хуйню просто возьму и поменяю на вот на эту. И тут уже вот считай вот так вот делаем. А тут в принципе пускай так и остается. Вот сейчас он меня, сука, прикурит нахуй. Пулемет Томпсона, бля. Да. Ёпта. Так, ладно. Гори, уёбок, гори.
Так, быстро перезарядись. Ты ебан или что? Бать, после первого тотема сразу второй ебашит. Не урод ли? Ну, это, блин, край. Ты куда, мудила? Че, решил умереть, уёбок? Наказать мне, сука, милость? Отлично. О, какой же ты мудила просто. Какой ты мудила. Просто мудила. Темный рог. Да, это точно. О, оружие можно создать, отлично. Мистический удар. Ну-ка, 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 что это такое? Мод для ближнего оружия. Хуйня. Тотемного олигофрена какого-то убили. Олигофренс. Олигофрен. Олигофрен. Аралхан, айда бахта сигналатына. Отто. Отто. Акан ты гамара? Сейчас прыгнем. Хап. В хаб прыгнем. Там надо создать эту фигню, чтобы это не было интересно. Ебать, голова болит. Голова болит, голова болит. Ай болит, голова болит. Ай болит у меня голова. Ай болит голова. Так. Чё? Ламба тестер, где? Нихуя, это что за дерьмо? О, подожди, стой. Ну ладно. Жетон переноса. Переносит заклинательно. Интересно. Мне со своей болтовней. Что тебе? Какая-то.
Памперсу. Памперс. Tata kanca kada. Itu betul jera. Береги себя. Иди уже. Наконец-то мы до основателя доберемся, да? Неужели это случится? Охуеть, это он. Чтоб меня. Не думал, что снова увижу человека. Как тебе удалось пробраться в этот мир? Корневая мать. С чего ей посылать тебя за мной? Ржавое место. Это блок 17. Но зачем тебе это? Черт. Костелап источник. Путь открыл спящий Харсгаарда. Труд всей моей жизни. Предупреждаю, это опасный путь. Но ты можешь. Ты можешь сделать то, чего не смог я. Чем могу помочь? Харсгаард. Безумец напрямую подключил спящего к корню. С этого все и началось. Никогда его не видел. Откуда? Корень шел отовсюду. Но если Костелап — центр, вот что. Я знаю, как попасть внутрь. В блоке 13 есть зеркало. Не в главных залах. Оно закрыто на нижних этажах.
Оно действует как путь в другие блоки. Вот. Эта карта разблокирует компьютер, подключенный к зеркалу. Так, нихуя себе. Конечно, только не теряй времени. Корень не станет ждать. Взгляни на меня. Разве я еще способен на это? Я хочу сражаться. Но годы уже не те. Вся надежда на тебя. Ответ был у меня прямо под носом. Как жаль, что я перестал его искать. Но даже достигнутое дорого мне стоило. Я отказался от всего. Всех, кого любил. С меня хватит. Нет, я не говорю, что не стоит пытаться. Особенно, когда уже нечего терять. Но сделай себе одолжение. Помни о том, через что пришлось пройти, чтобы добраться сюда. Черт его знает. Корень был здесь с самого начала. Если им повелевает дракон или кто-то еще, подготовься как следует. Не жди быстрой победы. Удачи тебе. Хочешь узнать? Черт его знает. Подготовься как след. Удачи тебе. Наконец-то. Так. Ядрить! Ядрить! Пирога когда что-нибудь? Ну-ка, куда? Он на селфила. Нужны вещички? Он на селфила. Он на селфила. Спасибо, бара. Нормально вроде. Пока. Вроде нормально. Так. Сейчас. Чем могу Само собой. Нужно еще? Только лучше. Удачи. Ок. Вы с Эндрю встретились. Как он? Он был узником еще до фавнов. Не все стены сделаны из камня. Я чувствую изменения. Ты гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Корень познал страх. Это чувство было ему неведомо. Мир уже не станет прежним, путник. То, что корень забрал, уже не вернуть. Но мы живы, благодаря тебе. Спрашивай,
Хорошо. До встречи. Mana kayak gini? Mana? Да отстань ты от меня со своей болтовней. Эй, бродяга. Конечно. Пока. С трудом верю, что все наладится. С трудом верю, что все наладится. Угу.
И вновь дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведома истина, тщетность действий. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Все будет поглощено. Это хорошо и правильно. Дети не понимают, думают, что их жизнь правы. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Дети противятся неизбежному, сражаются в бою, в котором уже известен победитель. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Сколько бы раз они не восстали, они проиграют. Их время ушло. Мы поглотим все. Это, блять, мало слабо сказано. Легко.
Марк Аврелий. Мать твою. Ага. Tahan. А, мать твою. Отстрелялся. А, черт.
Ок. Да ты хуясень. Как ее победить-то, блин, а? Вот это уже, считай, блин, нереально победить. Так. Вот ты нагаты. Тянете. Хабиску. Басыстали. Вот повезло.
Да ёпти шмопти. The fuck? Как? Это как вообще? Как, блядь, как нахуй? Как эту срань победить? Причем еще и в одного. Ну ты коня гаты. Ладно. Долбаная Кира. Аратон, привет. Расскажи, что за сет такой. Выглядит просто пиздец круто. Это сет этого основателя. В одном из данжев нашел. Привет, Араторн, еще раз. Блядь, я прям под ним. А, ёб твою мать. Как я так классно оказался прям под ним. Ну что за дерьмо. Ну вообще весело. Так. А, старейшин, точнее. Старейшин. Шанс не потратить заряд драконьего сердца при использовании. Есть такой шанс? И он выпадал не раз. Блин, мне против этого ублюдка может вообще ассасина взять. Взять ассасина плюс арбалет. Вот то. Так. Вот это вот возьму. Плюс вот так вот. А? Солдата где? Как это не поднять? Как это поднять? Чего ты успел? Так, ладно.
Мать твою. Вот это. Блин, это жестко. Сука, как быть вообще? Да ты лол. Черт, что-то мне начинает казаться, что придется пофармить. Что-то придется пофармить где-то почти, бля. О, блять! Пиздец. У меня что вообще? Талант прокачанный? Нет. Бля, 4 очка таланта. 4 очка таланта. Так, и... Это вот... Броню повысим. Хотя такое. Ну вот этот, ладно, этот возьму. Пожирающее кольцо. И у меня было такое кольцо, которое при убийстве в дальнем бою повышает урон. Нет, нет, повышать урон увидеть. Повышать урон. Ага. Все стихи, в смысле. Так, кольцо волка еще возьму. Косарик. Добавили. Ну, в принципе, неплохой сет на урон выходит.
Да ты как меня цепляешь-то, ёбаный рот. На, ёбаный, я опять тут стою. Надо отбегать. Кажется, у меня проблема. Бля, я тупо не успею добежать. Короче, я понял. Понял, все на свете понял. Тупо понял эту игру. Тупо понял этого босса. Так. Так.
нужны вещи. Береги себя. Здравствуй. Давай глянем. Удачи. Иди уже. Конечно. Пока. Алло, Эй, бродяга. здорово. Да. Ага. Kimga xabari Mixail aka? Ha? O buttara bilmadim. Originallar oldu. Қазір кинаста уже. Ikkinchi yil qasdi. Иди уже. Mixail Aryan edi. Aha. Oh, Allah. Снаружи есть другие выжившие? Без умения метко стрелять, по крайней Реджи. мере, не выжить. Знаешь, он, в общем-то, неплохой парень. Думаешь, с помощью этих машин можно убивать корят? Здравствуй. Да. Я стараюсь о них пока. Ничего нового никто не скажет, да? Ну ладно. Блин, или может парочку драконьих этих яиц взять? Весь. Это все, что Блять. жизнь дорогого стоит. Вот дитя. это пипец, короче. Тупо капец. Да хуею я с ней этого дерьма.
Да блин, а... Как мне того ёбка убить-то? Сука. Так. Броню явно надо поменять. Хуйня полная. А я тут такой стою. О, блядь. Да где-то, блядь, выход, на. Ты где выход, блядь? Чё за ебан, пиздец? Это хуйня полная, блядь. Чё за дерьмо, блядь? Да, блядь. Оу! Тугой! Басмат. Аяққа.
Да ты хуй там, блядь.